Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around, up and down on that stage. It's your future vibes.
Так, ну что, ребят, всем привет, всем доброго вечера. Начинаем потихонечку запускать сегодняшнее шествие. Сегодня максимально, скажем так, интересный стримчанский. Для меня это, для моего канала, точнее, это не формат. Такого еще я лично не помню, чтобы приходилось делать. Но все когда-нибудь приходится делать в первый раз. Боже, как же ярко. Можно что-нибудь потемнее выбрать. Даже не знаю. Как-то вот так, что ли. Пока сделать. Или может быть вот так. Ни то, ни другое не радует. Ладно, пока здесь остановимся. Что, собственно, должно происходить сегодня? Сегодня, как я вчера уже на стриме говорил, должна состояться презентация с хэштегом CODNEXT. Сейчас, в данный момент, я даже, наверное, стоит уже показать. Сейчас все сделаем мы красиво. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. Это трансляция. 20 минут осталось. 40 тысяч зрителей ждут начала. Можете себе представить. Собственно, презентация чего? Здесь будут рассказывать какие-то новые новости по мобильному Warzone. И плюсом ко всему еще... Наверное, самое главное, что ждут, это Modern Warfare 2. Так что... Нас, конечно, лично меня интересует тема мобильного Warzone, а остальное как-то так, пока что ни туда, ни сюда. Я не большой фанат прям колды, тем более меня не особо радует конвейерная херня Activision. Как по мне, Call of Duty уже давным-давно друг на друга стали походить. И толком ничем не отличаются, кроме графина. Но те, кто прям шарят за сюжетку, конечно, со мной, естественно, поспорят. Но лично мое такое вот мнение. Как сегодня стрим вообще будет проходить? Мы сначала смотрим презентацию. Я еще пытался тут в онлайне найти какой-нибудь типа переводчика, поскольку я не уверен, что на самой трансляции будет переводчик. Как бы субтитры-то, естественно, есть, а вот все остальное, посмотрим, конечно. Мы, конечно, посмотрим. Посмотрим презентацию, и если она довольно-таки быстро закончится, я не думаю, что она прям затянется часов на 7, то потом, может быть, еще пойдем в мобильную колду покатаем. Как-то вот так. Так, я пока в чатик прогуляюсь. Untitled, привет, CODNEXT, его уже многие ютуберы стримить собираются. Собственно, я об этом рассказал. Гард Павлов, привет. Лорд Диабло, Warzone Mobile, не знаешь, когда выйдет. Я жду колду Warzone. По поводу выхода мобильного Warzone информация есть в нашей телеге. Ссылочка есть в описании. И точно так же можно просканировать QR-код, который видите на экране. Как-то вот так. Пока, думаю, стоит запариться реально переводчиком. Дабы оправдать сегодняшнюю превьюху, сегодняшний заголовок. Просто на этом канале Call of Duty официальном есть только субтитры, перевода никакого, естественно, нету. Так, давайте я пока...
пока вот так вот сделаю. Я пока здесь. Даже вот так, наверное. Я аж захрюкал, что-то аж растерялся. Господи, как будто я никогда не стримил. 1500 стримов уже провел. Может, чуть поменьше. У меня еще, блин, прыгает напряжение. Вот это вот вообще неинтересно. Я не знаю, что с этим можно поделать. Как бы не пришлось скоропостижно стримчанский заканчивать. Ну все, я в принципе перевод нашел. Мне никогда просто не доводилось иностранный контент лицезреть. Поэтому все, я нашел. Я думаю, у нас что, все получится. Так. Что хочу. Сашка Байден, привет. Что случилось? Что именно? Что случилось? Где? Когда? Забавно, кстати, было наблюдать в плеймаркете ограничения по региону на мобильный Warzone. Я не знаю. У меня, кстати, сейчас пока на данный момент вообще не подключена ни одна тема в плане мобилок. Так что, если говорю, пойдем катать, то придется сделать паузу для начала. Так, сейчас, секунду, ребята, я в чатик вернусь. Зачем стрим заканчивать? Что? Стрим заканчивать? Да вроде пока не пытался, не старался, не хотел, не желал такого. Так, что-то пока у меня Mi 9 тупит, я пойду с Black Shark загляну. Вот за Division есть предрегистрация, кстати, тоже надо будет обязательно посмотреть. Мне уже на компе она как-то была интересна, но я благополучно про нее забыл. Warzone Mobile нет, так и у меня его и нету. Даже если зайти в разработчика, то можно найти только, собственно, мобильную колду и еще какой-то помощник. Недоступно в вашей стране. Ну, понятно. Тап-тап, привет. Что называется. Сказал, что тебя трясет. Этот плохо, и как бы не пришлось заканчивать. Да не меня трясет. Напряжение скачет. Как бы не пришлось, говорю, скоропостижно стрим офнуть. Не по моей вине, скажем так. Напряжение скачет, свет моргает в квартире постоянно. Здесь пока вроде не особо ощущается, вроде нормально еще. Так что никаких моих собственных желаний закончить стрим. Я уже, кстати, на этом самом, как он называется. Ой, скажите, я скажу, на таптапе уже предрегистрацию оформил на мобильную колду. И это, наверное, будет единственным спасением. Очень, конечно, не хотелось бы запариваться по поводу этого гемора, таптапа, сторонних сайтов и так далее, тому подобное, потому что, ну, реально, это в конечном итоге вдруг что случись, оно может реально плохо кончиться, поэтому... Я вообще, кстати, думал, что сегодня мы чисто посмотрим визуально, чтобы на фоне играла музыка. Ну, потому что алгоритмы ютуба, конечно, в первую очередь считывают
аудиосоставляющую, то бишь голос, музыку и так далее. Поэтому ютуберы, стримеры пользуются бесплатной музыкой, которую могут найти на каналах соответствующих. Это самый популярный, наверное, НКС, либо встроенную музыку ютуба. Но там совсем, конечно, все плохо по музыке, как по мне. Но потом чуть подумал, так, ну мы же неоднократно уже смотрели контент различных стримеров и с официального сайта, мы какие-то трейлеры смотрели, и никогда никаких этих самых не было. Плюс ко всему, если бы это все облагалось какими-то авторскими правами, и все было как-то так жестко, то, наверное, бы и не выставлялось все это на всеобщее обозрение. Поэтому можем, я думаю, спокойненько посмотреть. Все это дело будет происходить с субтитрами. Я сам зачитывать ничего не буду. Я хочу почилить. Мы давно хотели что-нибудь посмотреть, что-нибудь покушать под это дело и так далее. Суть этого стрима такова. Некоторые скажут, да, можно типа пойти на официальный канал и как бы просто сесть и смотреть, типа, зачем ты нужен. Здесь тема такая, что если вдруг кому-то что-то захочется как-то подискутировать, вот прям на месте, вот услышали, да, информацию, там, я не знаю, что полностью мобильный Warzone будет похож на ПКшный, и у кого-то прям в голове нестыковка, и вот он хочет опровергнуть эту информацию, сразу все, он в чатик пошел, нет, я не верю, и мы начали какую-то дискуссию на эту тему. Как бы, ну, это просто к примеру. Суть вот стрима такова, что называется. Я тут уже устроился поудобнее. Весь в ожидании. Не забывайте, ребятки, участвовать, естественно, в опроснике. Очень любопытно узнать, кто у нас что ждет. Внезапно музыка померла. Аж страшно стало, я как будто оглох внезапно. В чатике у нас кто, ребят, присутствует? Пишите, как качество трансляции, а то я смотрю, у меня творческой подлагивает. Заодно отписывайтесь, кто вообще на трансляции присутствует. То у нас народ сидит и весь молчаливый. 12 голосов, и в чате отметилось 3 человека. Так, а я пока займусь важными делами, наверное. Дам боту установку байтить людей на подписку на телегу. Вот так. На подписку на телегу. Норм еще не лагает, норм идет трансляция. Спасибо. Ну и замечательно. На завтра у меня, кстати, с утра уже запланирован шортс по мобильной колде. Такой, более юмористический, скажем так. Не имею цели кого-либо оскорбить, естественно. Так. Все, наконец-то стример додумался боту дать распоряжение, чтобы байтил на телегу. Не знаю. Будет ли это сразу работать? У меня что-то в последнее время какая-то тема, я не успеваю особо к началу стримчанска, поэтому и такое начало постоянно затянутое. Как будто время для меня стало идти в 2 раза быстрее, вот серьезно.
Вроде все распланируешь, все замечательно. Лумумба тоже стримит. Ладос, ладос. Ну, это знаковое событие для фенов мобильной колды. Не мобильной, а вообще колды. Это вообще просто верх значимости. Особенно любителей ПК-игр. ПК-шных версий. А я, кстати, чуть не пропустил всю эту тему. Я же даже сегодня уже запланировал стримчанский другой, с другой превьюхой и так далее. А потом опомнился, что реально можно посидеть, почилить, посмотреть. Когда начинается, вот так вот я сделаю. А, не видно все равно. Значит, вот так я сделаю. Сейчас должно быть видно. Через 5 минут, грубо говоря. Лорд Диабло подписался на канал. Спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать. Оставайся с нами навсегда. У нас тут весело. Бомбящий стример. И так далее. Так, ребятки, я замьючусь буквально на секунду. Сейчас. Что показалось, как будто какие-то проблемы со звуком, но вроде. А вроде бы и нет. О, ура, бот байтит на телегу. Я покину стрим на 20 минут. Мать в магаз гонит. А как же презентация? CODNEXT, она же должна же понять. Ты просто ей скажи, ну как же CODNEXT? Ну как? Я думаю, она поймет. Я пока к Владосу прогуляюсь. А, он еще не стартанул, ну ладно. Так, да ладно. И без у него модераторов, конечно. Никогда не понимал, зачем плодить такое большое количество модераторов. Для чистки, скажем так, чата, по-моему, 2-3 за глаза вообще хватает. Владислав Сердинов. Вроде правильно прочитал. Спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать тебе. Из цепи привет. Давай, заноси все свои 50 голосов в вопросник. И все, пожалуйста, за мобильный Warzone. Она говорит, какие космосы и гонит в магаз. Какие космосы? Космостарс, ё-моё. Смотрим презентацию. Ну, я так полагаю, сейчас, наверное, где-то около получаса будут мусолить всякие разнообразные темы. И в первую очередь, наверное, будут разбирать мобильный Warzone, покажут, что там наделали. И, естественно, Modern Warfare оставят на такое, на десерт, что называется. Но мы, в принципе, не против. Но мы в любом случае, наверное, окончания презентации дождемся. Я говорю, я не думаю, что больше там 2 часов это все пройдет. Поскольку тоже как бы что рассусоливать-то, собственно.
Я вчера, кстати, Ксюхе уже передал, что планируют добить сбор средств, чтобы она постримила какой-нибудь хоррор. Модерная ПК игра, да? Это пока игра. Это пока еще не история, это пока игра. Музыка как на подбор, самая отвратительная, по-моему, НКСом была выбрана. Почему вот нормальная музыка играет только вне стрима? До стрима, после, как угодно, но только не во время. Так, напоминаний мне не надо, я и так уже все помню. Интересно, анонсируют на следующий год что-нибудь прикольное? Счастливое будущее. Поиграем сегодня в Warzone Mobile. Да если бы. Если бы. Ждем пользователя Call of Duty. Так, ну давайте начнем потихонечку обновлять все это дело. Ренатик, привет. Как дела? Отлично. Замечательно. Настолько замечательно, что даже не на работу завтра. Прикиньте. 134 тысячи зрителей ждут начала публикации. Я хочу себе такой же актив на стриме. Это просто безумие какое-то. Вот я понимаю. Подписался и лайк. Спасибо большое, счастливое будущее. Спасибо огромное. Добро пожаловать. Спасибо за лайко, за подписку. Желаю хорошего стрима. Спасибо большое, Ренат. Спасибо. Оставайся с нами. Так, все. Музло мы глушим. А здесь мы, наверное, по красоте сделаем. Все, давай. На фуль, пожалуйста. Так, я сразу же. А, субтитры недоступны. Обломали. Не-не-не, я не верю. Я не верю. Они решили еще, типа, подождать полчаса. Ну, прикольно, прикольно. Может, за эти полчаса субтитры навалят? Жесть. Ну, это, конечно, облом. Не, ну в запись-то потом, естественно, не захочется смотреть. Молодцы они, конечно, забайтили. Я бы знал, я бы запустился, блин, за 5 минут до старта вот этого таймера. Так теперь еще и ждать. Ну ладно, давайте пока мы музло убавим. Это прекраснейшее. А лучше вообще вернем обратно НКСовскую музыку. Вот Activision молодцы. Ничего вообще не меняется у них. Все как всегда. Абсолютно. Ну, подумаешь, люди еще полчаса посидят. Там, наверное, полчаса подрубают. Просто красотища, я не могу. Так, а почему я НКС теперь не вижу? Все? Загнулся, что ли? Может, гейминг, мьюзик повеселее что-нибудь будет. Чуть не забыл лайк с локтя. Когда уже с колена-то будет? Все с локтя, с локтя. Спасибо большое. Не, ну без субтитров-то это не дело. Как это вообще возможно-то? Нет. Это подстава, подстав. А че, реально на прямой трансляции нельзя субтитры херачить? Пойду на своей проверю.
Да, в натуре нельзя. А что делать? Опять искать в реальном времени. О. Кто-то базарить стал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. It is going to be so exciting, obviously being able to get on the sticks, try it out, see how you feel about it. What are you expecting from this new... Субтитры надо. The changes you want made? I'm definitely wanting to see like new movement, maybe, because you know slide casting like the biggest thing in Warzone, so maybe like a new thing that Что-то там про Warzone базарит. a new level to like grind it out, you know? Yeah. Говорили мне в техникуме учить английский. Have the best time, enjoy yourself. Боже, как счастлив этот парень. Как же он был счастлив, что 2 тинки у него взяли. Интервью. Много ли для счастья надо? Прославился теперь на 150-тысячную аудиторию, может даже и больше. При регистрации я не успею засканировать. Интересно, мне сейчас напишут? Да, мне все равно пишут, недоступно в вашей стране. Молодцы, байтить умеют. What are you most looking forward to seeing here today? I am looking forward to seeing some incredible Modern Warfare 2 multiplayer gameplay. I'm looking forward to seeing something that's familiar, but new and challenging. Yeah, a little bit of throwback, right? Are you excited to kind of replay an old classic in a new iteration? Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that nostalgia again. Все понятно, ребята, да? Call of Duty Shop. У нас теперь будет магазин, что ли? Кстати, вот насколько вообще... ладно, я, короче, забью хер вообще на всю эту дичь. На самом деле, мне так уже похер. Насколько вообще интересно будет такая коллаборация мобильного Warzone с ПКшным? Типа, ну, один прогресс на 2 устройства. Вот как это вообще правильно будет работать, мне вот любопытно.
Там авторские права-то еще не прилетели за эту прелестную музыку. Или что это, какие-то звуки непонятные. Не, запилите мне субтитры, блин. Что за говно? We got Courage, huge creator, but we also have 3 incredible pro players, ex-pro player, but amazing creator as well coming out through here. Modern Warfare 2, this is huge for you guys and for the rest of your career, of course. So going into your new Фигура не будет стримить сегодня поход, да у него завтра выйдет видос по этой презентации по-любому. I'm a simple guy when it comes to Call of Duty. I just want to see the best COD of all time being played. And I personally think that MW2 will be the best COD of all time. I think it will be. It will be. Как я хочу себе такой же басистый голос. Почему у меня голос до сих пор в 28 лет не сломался, а у этого чела сломался в его 13? I think it's going to be the perfect mix of both. Some good maps, some good fun. I get to beat on him for another year, and I get to hopefully beat his team. Сенатор, скиньте ссылку на код в плеймаркете нету. Тап-тап в помощь. Качаешь тап-тап и спокойно предрегистрируешься. I mean, I want to see just a different variety of maps. I think it'd be really cool. And we could switch it up between fast and slow. I just want to see some creativity in the map, so that's what I'm looking for. Can we go play? Go on, get out of here. Thank you so much, gents. Скачать из плеймаркета мобильный Warzone не смогут не только лишь все. Пошел регаться, давай. Че, 20 минут ждать? Ну, блин, я говорю, Call Activision, как всегда. А забейтили. Кловер, привет. Сколько, интересно, сейчас онлайн там? 134 тысячи. Ну, люди подубавились. Где-то на 15 тысяч. 15 тысяч плюнули в рожу разрабам. Такие типа, я пойду в другом месте, подожду всего этого. Воу-воу-воу, че все зависло-то? Оно ломается на глазах. Собственно, как и вся индустрия, блин, это активиженская. Какой-то чел торгует кроссовками прямо сейчас на этой презентации. Понимаю, а чего добился ты, да? Не, ну как можно даже вот встроенные субтитры не сделать? То бишь, ну, на самой трансляции хотя бы английские, да? А то, по сути дела, сейчас будем смотреть, как будто Гарри Поттера, блин, оригинального. Где только кто смотрел фильмы или читал книги, те поймут, о чем речь. Кроссовки, кстати, говно, не купил бы такие. А Фигара, наверное, уже расчехляет там кошелек. Если Warzone Mobile и выйдет, то будет ли она доступна в России? Тап-тап в помощь. Какая, собственно, разница, если даже не будет доступна, ты просто, ну, скачиваешь с официального стора, но китайского. Точно так же катаешь. Как люди катали в Apex Legends, в другие игры, которые недоступны. Она просто может не иметь русификации. Хотя это тоже как бы отдельный рынок, который, ну, я сомневаюсь, что Activision хотят терять. Вы будете играть позже? Да, я уже говорил, если быстренько все это дело закончится, то мы успеем еще дней покатать, наверное. Все плохо. Ну, может быть, да. Какой, блин, лимон. А что за лимон, правда? Видимо, не лимон. Ходит, брат. Так, если что, буду стараться кидать перевод. Давай, брат, давай.
Бан, привет всем, здорово, брат. Типа надо на них подписаться, пост выложить, и будет шанс выиграть один из 6 вариантов кроссовок. Да? Ничего себе, ну за такие кроссовки готов я посражаться прям. Ну типа, ну, с сарказмом, конечно, это выпалил, но все же. Какие-то педали огромные, но не по моему вкусу. Они лучшие Edge of Glory поиграем. Ну, брат, как хочешь, Фокс, тут твое право. Так, Бан, а что за таймер? Я так понимаю, до начала мероприятия. Хочу кроссовки. Переходишь. Ну, делай все выше упомянутые условия, и будет шанс тебе выиграть. Да, это Т9, Влад, не обращай внимания. Понял, Хлеб, понял. А то я уже ребусом этим бошку сломал прям. Так, Альф-69, здорово, переводить сам будешь? Конечно, брат, конечно. Я что-то еще тот англичанин. Буду вот так вот лицезреть и пытаться внимать. И пацаны буду помогать, кто там шарит по-английски. О, Альф-69, да, всем здорово. Кстати, Санек, здорово. Здорово. Так, Альф залетел, чувак, а у тебя разве нет стрима? А у него похожего плана стримчик, если я правильно понимаю. Да, ого, вы уже тут. Да, мы все здесь, мы здесь. Здесь все. Я, Саня, Дюша Метелкин, USB, флешка. Вот. Так, ладно, Ладос, пускай своей аудитории там. Экстеп, привет. Вы гости пошли. Да, я к Ладосу сходил в гости. К нашему общему хорошему товарищу. Ребят, не забывайте прожимать лайкосики. А то у нас 20 голосов, уже столько людей залетело, лайкосиков как украли. Давайте, расчехляйте лайкосомет. Надо рвать и метать сегодняшний актив. Что-то там на собаку кричит. Эх. Это самые долгие 15 минут в моей жизни. А если сделать предрегистрацию, создать код через месяц, примерно, то скины же дадут? Я не знаю, господи. А? After everything that's gone on and being able to get back together, like that's going to be a really fun time for people to be able to like see each other across the way. Now there's a lot happening, there's a lot being revealed, you guys are getting that inside scoop on it, but we've got Warzone 2.0, we've got multiplayer, so much going on. What is your game? What is your game on cards? You know, what are you looking forward to? So I'm a huge multiplayer search and destroy fan. Собака so a little bit погрызла different than most кроссовок. people here. They play mainly Warzone. Нужен новый сбор средств на новые кроссовки теперь. На книге уже не канает. Бедная собака. Собака богатая. Собака жрет и живет, блин, гораздо богаче, чем я сам, блин. Как у вас день прошел? Да нормально, продуктивно. Немножко позанимался контентом. Немножко позанимался делами. То да сё. Сегодня, надеюсь, несколько... А? Дай. Чё я их купил-то? Чё говорил-то? Не получилось сегодня только вот проснуться нормально. Опять к обеду только встал. Поэтому планирую сегодня ночью как можно быстрее лечь. И завтра с пробуждением в 7 утра больше не ложиться. Нужно позаниматься тоже контентом, приготовиться к стримчанскому и дел, короче, не в проворот. Как-то быстро 20 минут прошло, они кроссовки обсуждают ли новое сотрудничество с Фигаро. Это все взаимосвязано. Ребят, у кого хороший английский и кто на протяжении всей вот этой презентации сможет в чат кидать переводы, тому модераторку дам, серьезно. К обеду я, блин, в 7:30 проснулся, мешки сейчас под глазами. Так я тоже встаю в 7 утра, даже раньше. Я пока эту собаку пойду прогуляю, пока накормить, пока съездить...
в родительский сад, покормить там еще 2 немца ожидают. И так далее. То бишь у меня утро-то насыщенное, я просто обратно ложусь, поскольку я после стримчанского я не могу сразу лечь, поскольку, практически каждый раз я либо перед стримчанским, либо во время стримчанского бухаю кофе, и потом я полночи не сплю. Засыпаю где-то, наверное, там за 2-3 часа до пробуждения. И чтобы не залипать в течение дня потом, поскольку днем постоянно у меня есть неотложные всякие дела. Открытая бетка, кстати, Modern Warfare 2, чекайте. Все, что только можно. Первая неделя на PlayStation. 16, 17, 18, 20 сентября. И вторая неделя уже Xbox плюс ПК, открытая бетка. 22-23. И дальше, я так понимаю, на все платформы с 24 по 26 открытая бетка. Кто фанатеет от колды, именно Modern Warfare, дерзайте. Я в 5 утра просыпаюсь. Поскольку я вообще каждый день пробуждаюсь утром, у меня и на выходных ранний подъем, поэтому хотя бы так еще пару часов закинуть в топку. Я просто в школу просыпаюсь, выглядишь моложе фигур. Так я и так моложе фигура, как мы вчера успели выяснить. Для меня это был, конечно, шок-контент. О, Гарри Поттер! Или сын его внебрачный. Это сын Гарри Поттера и Фредди Меркьюри. Совместный. Пускай забацает богемскую рапсодию. Сон до слабаков. Да я когда занимался обзорами, я по такому же принципу жил. Я говорю, мне хватало 3-4 часов сна вообще в сутки спокойно. Отчим Поттера. Не хватает английской буквы N у него на лбу. Если вы понимаете, о чем я. Если что, будете в затмении играть, да без разницы, можем и на изоленте покататься. Перевод, не смотрите Фигура, это плохой канал, да и вообще, что за ник такой Фигура, вот Альф это да, он топ. Топ перевод. А что, даже Фигура не будет смотреть презентацию, что ли? Я не верю. Всем привет! Тихо. Ну, видимо, есть дела поважнее. Что, пропустил? Да пока ничего. Сидим, ждем. Одного моего таймера было недостаточно. Что за отчет? До выхода мобильного Warzone. А потом еще один таймер запустят на 30 минут до выхода Modern Warfare 2 на мобилку. Сразу портированную. Bomb the Plan, да, именно. Коллективиженский террорист Вин. Что-то на меня интернет обиделся. Ух, он какой. Ай-яй-яй.
Видимо, деньги, которые должны были пойти на оплату интернета, пошли вчера на стримчанский мне. Там таймер запустят до выхода нового таймера. До выхода новой рулетки. 5 минут просто, и каждый раз будет обновляться. Что удивительно насчет нового стрима фигуры? Не, ребят, мы реально уже становимся одержимыми им. Он там бедный от икоты скоро помрет. Давайте немножечко опустим. Не фигура, эту тему. Ты чувствуешь, когда у меня брекеты и мне нельзя газированную, я смотрю, как Альф пьет колу. Да. Эх, кола, она такая. А чем портирует Modern Warfare 2009 года телефоны поддерживать? Дальше непонятно, оскорблений много. Фаргус, всем привет. Что-нибудь про колду говорили? Да пока еще нет. Пока еще нет. Сидим, вот ждем. Сейчас будет очень, наверное, прикольно, если просто по окончании таймера. Спасибо за присутствие. Всем до свидания. Ладно, это фанта. Я уточню, фанта лайт, чтобы не было лишних разговоров. FF, что ли, пойти поиграть? Что это такое? Free Fire, что ли? Нахера делать новый Modern Warfare? Блин, я вопрос задаю по поводу каждой новой ПКшной колды каждый раз. Зачем, типа, делать ее новой? Хотя, типа, там изменений, ну, совсем мало. Зачем пить колу, если есть красная цена? Потом будет красный желудок. Моя цена лучше. Кто даст больше? Поинтереснее таймера будет, не знаю, таймер в 1000 раз интереснее Free Fire. Новый колда это что-то по типу нового айфона. Да, да. Изъясняясь языком айфонистов, добавили еще одно очко, где располагается камера, и вот новый iPhone готов. Будет забавно, если в колду новый движок завезут. Говорили вообще про мобильный Warzone, что этот движок они разрабатывали сами целый год. Что тупо на новом движке будет мобилка. И еще говорили, что ну, Верданск ПКшный будет не точь-в-точь как мобильный. Ну, наоборот, в смысле. Что какие-то изменения все равно будут. Но я думаю, мы увидим сегодня все это. Мне кажется, колда. Я играла в Free Fire, когда еще PUBG не было. И когда PUBG не было, я катал еще Rules of Survival. Вот это была игра топовая. Кодзе, привет. Я Modern Warfare больше жду. Прожимаю вопросники. А где перевод, что она... Да блин, ну не завезли субтитры. Видишь, недоступны. А, ну вам не видно. Субтитры недоступны. Я говорю, они хотя бы внутренние субтитры бы хотя бы английские добавили, чтобы можно было текст реально переводить, блин. Ну, это как бы по-правильному. Так действуют нормальные компании, нормальные презентации, всегда все так и проходит. Уже неоднократно смотрел у больших стримеров, которые, ну, реально все это просматривают, что есть английские субтитры, и они с базовыми знаниями английского все это переводят как-то. Здесь вообще, типа, ну, читай по губам, что называется. И все перевел уже, они одно и то же говорят. Кодзи от Лумумбы пришел. Красавчик, чё? Нет, не принципиально, кто от кого там пришел. Кто от кого произошел. Можно же найти человека, который
слушает и переводит. Я говорю, если в чатике такой найдется, кто будет хотя бы в общих чертах все переводить, я на неопределенный срок дам ему модерку. Если кто найдется, кто будет все это переводить и в чат кидать перевод, вообще без проблем. Я пытался найти типа онлайн в реальном времени переводчика с голоса, но что-то как-то не пошло пока. Я на 2 стримах. Ты астралопитек? Не, австрала. От Австралии произошел. Модерка звучит сладко. 1000 школьников за эту модерку подрались. Так, ребят, я, короче, у меня уже фанта заканчивается первая, поэтому я пока вебку заглушу и микрофон заглушу, сейчас вернусь через минуту. Так, я снова туточки. А мне фанта. У тебя брекеты. Я кофе себе сделаю. Все жрать погнали. Такое чувство, будто они заложники их допрашивают и показывают таймер бомбы, например. Говори, где детонатор. «28 голосов уже. Ребят, прожимайте лайки, пожалуйста. Скоро умолять начну. Что за фото перед таймером промелькало? Я хз, я не видел. Пойти самому, что ли, себе лайкосики понакидать. Ну все, мы дождались, все. Погнали. Так, наверное, сделать погромче надо. Yes, sir. Hello, everyone. Хера себе сколько задротов. Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 Слышали, как experience кто-то coming later прохрипел в другой and our микрофон? designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news.
but it's just the first chapter of a very bold. Ребята, подпишитесь, нормально слышно, that we погромче, carry потише, to как take сделать. Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of Modern Warfare 2 beta and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. Не, как будто мужик хотел что-то сказать, но она его перебила, и он такой... Нормально слышно, отлично. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to Эх, introduce счастливые alongside детишки me сидят. Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive Он еще стримит это на свой канал, смотрите, параллельно. Ребята, я на презентации. It's so exciting to be here with all of you. Еще замолчи, тут It's been тетя such a journey говорит. to get to this place. Простите, не хотел быть сексистом. Сейчас можно побазарить, пока мужик базарит? Или это отсутствие мужской толерантности? Тут мужик в заложниках, да, там по микрофону. Спасите меня, спасите, пожалуйста. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. And it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Кто-то руками там машет. Меня видно, меня по телеку показывают. Ну, слышно, классно она говорит про новый экспириенс и про изменение мобильного гейминга. Ну, за тех людей, по-любому, твой стрим смотрит, но случайно Ванечки нету. Там Фигара сидит где-то по-любому и Огнянский. Он ему не машет, ну да. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players. Один в кепке сидит в помещении, другой в очках. Вам норм вообще, ребят? Вы в покер пришли играть, что ли? Чтобы никто не видел моих эмоций. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, Мужику не включили субтитры, начал от себя говорить что-то. you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the хоть девушку хоть со спины показали, только сексисты какие-то. And the platforms, etc. But look, you're gonna play it, and I hope you'll love it like we do. All right. Well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different про Warzone говорил, видимо, про вторую часть ПК-шной версии, и говорит, что в новой версии читеров станет еще больше. Так что берегите свои жопы, всем спасибо, всем пока. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that. Все субтитры опять We've got выключили. a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones. Там стул пустует, я мог там сидеть. Че не позвали-то? Believe me when I say, Все everyone in the match понятно, will know Activision, как when you're on всегда. them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you Эта девушка, она хоть понятнее говорит, да, что-то мужик вообще как будто алкаша какого-то откопали, но походу уже накатил. Ну все, погнали, наконец-то. Красивые превью.
We've never seen activity on this scale before. Что это? Warzone 2.0? They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Где картинка-то? Это только у меня такая тема. Activision! Как всегда. Я чуть не подавился. Enemies above. Drill charge. Ой, это в крови. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. О, кемперы мои любимые. Это уже какой-то этот Rainbow Six прям. Все видели дачу из пабга только что? Давай, херач. За всю боль. Ястреб сбит. Да, Марвел отдыхает прям. Они это реально показали. Простите, ребят. Простите, я настолько поражал, что металлическая мина на воде задержалась просто, как будто она деревянная. Че, по второму кругу теперь? Серьезно? У Activision все схвачено, как обычно, просто. Они, видимо, такие, блин, там пол ролика черный экран был, давай мы еще раз вхерачим. Капец. Фу, мне аж дурно стало. Блин, вот эта дебильная тема, извините меня, я прервусь, ну, просто можете меня послушать, можете не слушать. Как меня бесит вот эта тема, когда ты оптический прицел включаешь, он внутри круга увеличивается, и то, что по бокам, не входящее в оптику, тоже увеличивается. Почему это так работает? Я вот это не понимаю. Почему нельзя сделать, чтобы увеличилось только в прицеле в самом? Ну вот, опять. Интересно, нам третий раз будут показывать этот трейлер? И опять это показали. I'm on my way. The world is a
get early access to the open beta. Не совсем понятно, зачем два раза нужно было показывать, конечно. Ну, ладно. А новой колды нужен, наверное, телефон на ядерном реакторе. Не, она не должна быть требовательнее, чем мобильная колда. Если про Warzone речь. Мобильный Warzone... Еще раз, а мобильный Warzone кемпером станет больше, да? Все возможно. Похоже на Warzone, но красивый геймплей когда? Да, точно такой хороший вопрос. Ну, сейчас, наверное, покажут. Че, он оргазм словил только что? Это будет стоить 50к. Да, только обновление 50к. Это всего будет только слухи, повторение матчучения. Я говорю, Activision никогда ничего нормально не работает с первого раза. Это ладно, мы еще смотрим презентацию, не Electronic Arts. And so much of that work started with you guys at home. The community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece Просто фигура посмотрел. Или увидел вживую, только что зашел в комнату. И все такие, вау, ни хрена себе. Well, we've got so much in store with this MP experience. And people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise. По-моему, лысый мужик вообще сейчас сидел о своем думал. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, you know, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. You know, what do you keep from the previous game? What do you get rid of? Наиль, самое интересное, сколько будет донат стоить, боевые пропуска будут за деньги или за игровую валюту, как в Call of Duty Mobile. Ну, с точки зрения маркетинга, скажем так, наверное, скорее всего, мы в первую очередь в мобильном Warzone увидим как раз-таки другую систему донатную. Что касательно боевого пропуска, мне кажется, уже не будет такой возможности лутать за боевого пропуска валюту на покупку следующего боевого пропуска. Мне кажется, все равно какие-то деньги придется доносить. А поскольку, ну, нам, русскоязычному населению, это достаточно проблематично, да, пользоваться либо магазинами, либо ничем, то это не особо прикольно, конечно. Я говорю, с точки зрения прибыли, конечно, это будет, конечно, логично, но не особо приятно для аудитории. Мужик думал, как сбежать отсюда. У мужика лысина круче, чем все Activision. Я думал, круче, чем у Брюса Уиллиса. Больше интересно, выйдет ли игра в рашке, нас никто не любит. Топ-тап в помощь, просто без русификации, вот все. Это как в Apex лишь небольшую часть, потом докупать пример такого. Да все возможно. Все возможно, вообще спокойно. Это же Activision, господи. По жадности, наверное, вторая компания. Первая Electronic Arts. Других я не знаю. Настолько жадных. Галысы из Brothers, подержите мое пиво. Да, сейчас бы соревноваться в крутости лысины. Скоро я постригусь и покажу вам крутую лысину. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps. Нет, я вот реально тут хороший этот самый вопрос такой прозвучал, типа это все красиво, а где геймплейная составляющая? Ее типа сейчас вот челики, которые за компами сидят, будут наигрывать и как-то все это показывать, я надеюсь. Иначе это совсем все, ну, без толку. Как бы наснимать-то можно все что угодно. Ну, реально. Сколько трейлеров ПКшных всяких игр выходило, все там ахали-охали, и потом игра выходила, все такие типа, опять говно. Не только про колдушь речь. Беседка? Да, что беседка? Заплатите за очередное обновление в Скайриме, вообще пофиг. Пиратка в помощь. Речь-то идет про мультиплеер.
Ну, я не знаю, я не связывался с ТСО. Я хотел как-то, но там каждая глава, которую необходимо прям покупать, там стоила что-то года 3 назад, там 1000 по 2, это было не особо прикольно. Так, ребят, давайте про фигуры мы реально забудем, а то скоро начну раздавать распоряжения модераторам удалять все сообщения. Пока не говорят, какая это профессиональная игра, пойду кофе сделаю с ликером. Неплохо, неплохо. Ретро, я жду Dota 2 на телефон. Так есть Лига Легенд уже. И прочие аналогии. Модная у нее кофточка, конечно. У меня цыгане на работе, говорю, на районе точно так же одеваются. А не погадаешь ли мне ты на ручки, а? Лига Легенд это другое, Dota 2 есть на телефоне. Серега, не Dota и Лига разные. Ну я же сказал аналогия. And it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys, and симулятор камня на телефон. Like a car airbag going off. Такой уже есть, называется Free Fire. The person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker. If you want to control when it goes off, you can throw it in water. And here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach. Не, по анимациям, конечно, все ультра красиво выглядит. Вот, наверное, что касается анимации, все-таки большие компании, они есть большие компании, они умеют это делать красиво. Тут спору нет вообще никакого. Ну, даже как тела вот падают, да? После гибели, так сказать. Привет, привет, Серега. Еще масса говном. Так, я уже давно хотел слово поддержать на стриме как цензуру. Лига Легенд, Бэнк-Бэнк, я что-то играем. Мы тоже что-то зацепили в свое время. Activision маленькая инди-компания вообще-то. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Я думал, они реально покашенную игру оставят напоследок, как бы, ну, что больше народ ожидает, но на самом деле, как я уже на вчерашнем стриме говорил, опрос по Европе проходил, и реально люди ждут больше мобильный Warzone, что, типа, уже им настолько, даже фэнам, настолько ПКшные эти колды надоели, что, ну, они реально уже ждут чего-то нового. Ну, мобильный Warzone, конечно, не что-то новое, это портированная ПКшная версия, но в любом случае для мобилки это реально прорыв. Я мобильную покажут. Ну, я думаю, дождемся. Они вещают-то всего 20 минут. It does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms. Прикиньте, реально сейчас это. А про мобильный Warzone мы расскажем там на следующий день. Ждите новый таймер. We had this vision last game with Gunsmith. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-47, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. Бедная индика. Я думаю, она не особо-то бедная. Рулетки-то все равно покупают. And then we have shared attachments across all guns, and it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the. У них даже уже идеи для названий закончились. Они все равно продолжают Modern Warfare 2. Ну, у нас же уже была Modern Warfare. Да похер там ремастер. Сейчас модно делать ремастеры. Сделаем тоже. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that, changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out
the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. Как в том фильме, ты сглотнула? Нет, да я сам сглатываю каждый раз. Это не ремастер, это ремейк. Так какая разница, господи? Даже между этими двумя понятиями такая размытая грань, ну серьезно. Ладно, хоть нету ремастера или ремейка мобильной колды. I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes. Though. Let's get into this one. Let's get into the philosophy, I suppose, behind building out maps. Jeff, this is for you. Yeah, you know, right from the start we knew we wanted to build another big А чел, который справа, в самом экране сидит, ему вообще слово давали, что-то заговорился и не заметил даже. I read about that on the internet. Ah, yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. Within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. А что там нового? По графике, по-моему, то же самое. По анимациям то же самое. Новую сюжетку типа завезли или что? Чел справа говорит много, говорил много. Но я что-то... Видимо, я слишком заворожен лысиной этого мужика. Или этой кофточкой великолепной. Лови лучики добра и позитива. А что случилось? А, нихера себе, 68 голосов, 50 отметок нравится. SCP, спасибо большое. Спасибо огромное. Забавный факт, если колда Mobile наполовину с китайцами не так сильно дерут деньги, то это будет Apex, вытягивающий деньги по КД. Меньше, блин, я аж рыбой плюнул. Меньше люди тратить все равно не будут. Всегда найдутся те, кто занесут копеечку другую. Главное, чтобы не было такой системы, как у Electronic Arts, реально. Которые любое получение донатной валюты внутри игры просто убрали. И теперь донатную валюту реально можно получить только за донат. И никак по-другому. А раньше было по-другому. Раньше в Star Wars Galaxy of Heroes, в мобильной фифе, той же самой, можно было лутать валюту эту спокойно внутри игры. Ага, тебе болт покажет просто. Глянь, Modern Warfare 2009 года и это. А она не выходила еще после? Я просто в этих Modern Warfare уже запутался, реально. Разве не с Modern Warfare второй части списали, собственно, и Warzone, и всю эту механику и так далее? Что это вообще за игра-то была? Скоро, чтобы зайти в колду Mobile, нужно будет деньги платить. Выходила Modern Warfare 1. Ремейк. Оригинально. Марат, почему я не могу зарегистрироваться на эту игру? У меня просто Play Market, его нету. Ни у кого нету, не переживай. Качай тап-тап и предрегистрируйся там. И проблем не будет. Вы запарили базарить, покажите геймплейную часть, уже всю рыбу сожрал, ну серьезно. Вторая бутылка просто уходит. Мне еще потом катать мобильную колду, я ж вообще невменяемый и не втебяемый будет. Я понимаю, у вас языки подвешенные. Они так интересно говорят. Тап-тап лав. Спасибо, сижу и кайфую. Есть Modern Warfare 1 ремастер с Нового года и стримы. 12 год на ней сделали ваш зор. Пошли, короче, эти Activision в жопу со своими названиями. У них реально что,
словарный запас, как у улитки, что ли, блин. Они реально не могли новое название придумать. А в 2025-м что будет? Modern Warfare 2 ремейк ремастера или ремастер ремейка, блин? Или ремейк в квадрате, блин. Корень из ремастера, блин. Равно гипотенузе по ремейку. Ну, это просто, ну реально, ну, такая большая вроде компания и занимается такой дичью. Ну реально, что, названий других не существует, что ли? Я не понимаю вот этой темы. Или нельзя сделать Modern Warfare 3, они не любят цифру 3, как этот самый Гейб, который Half-Life так и не завез, блин. Yeah, so we also have two new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So, Rainbow Six начался, ребят. Внезапно. Rainbow Six от Call Activision. Какая дебильная анимация, забудьте то, что я говорил. Чё они подлетают, и как будто, блин, с пола херачили, блин. С первого этажа на второй. Видимо, добрались до геймплейной части. Half-Life 3 давно вышел, но только для гейба, походу. О, этот мужик базарит, хоть послушайте его немножко. Очень интересно, продолжим. Definitely, you know, big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe there's actually a lot more content. Я чуть не прочитал про Майнкрафт, думаю, что. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patrick. Кстати, актив на стриме выше среднего. Ну, тут понятное дело, господи. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third О, person. что-то геймплейное. Показали только без интерфейса. В лучших традициях. Doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have, you know, camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Пиу-пиу-пиу. Между нами пальба. Презентации по Майнкрафту интереснее. There's a ton here. I tried to warn you. Мне кажется, те челы, которые за компами сидят, они уже устали, ну серьезно. Они думают, блин, дайте уже поиграть, хорош базарить. Графа реально кайф. Такая графа уже, я не знаю, как минимум 3 года уже существует, мне кажется, блин, с небольшими изменениями. Если не больше, если не 5 лет. Special Ops will return as our third mode and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think one player on air support, one player on the ground, and I think the OG fans will be really excided because для меня она кайф. Нет, я не спорю, у каждого свое мнение, просто на графе-то сильно не вывезешь. У мобильной колды тоже есть графон. Ну что, она стала от этого лучше, что ли? Или PUBG? Там графон еще лучше. Разве PUBG вообще можно назвать просто величественной игрой? Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for. Мне кажется, что в новой игре поставить фото этого лысого мужика на весь экран будет лучше самого геймплея. Это кадры Warzone Mobile или чего? Больше, может, ни хера не понятно, ни хера не понял, очень интересно. О, это, видимо, первая реклама новой рулетки. А, не, ни хера. Не, это все-таки новая рулетка. Для мобильной колды, ребят, покупайте. Скин имба, как бы сказал великий. Как меня все-таки бесит вот такие все скины, абсолютно не относящиеся к серии Call of Duty.
Я понимаю, конечно, ну, я сам использую такой достаточно противоречивый скин. Эфир, нейросеть, мобильный колде, который не относится, ну, просто реально, порой тематические какие-то ивенты всякие, либо сезоны в мобильной колде вообще. Думаешь, как это в голову разрабам влетело, непонятно. И графа там и багов куча. Они за ручку всегда ходят вместе, по-другому никак. Блин, я, короче, уберу эту жратву, я уже реально устал жевать. Я лучше покурю. Our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think сегодня, кстати, the art team очень большой. He is so cool. Простите, большой болт фигура в рот попал. Очень большая вероятность сегодня, кстати, набрать 100 лайков, как запрашивала Ксюха, и она вне очереди сядет стримить какой-нибудь порно. Скучно, если честно, что-то. На сам стрим скучная, трансляция скучная. Не сам стрим скучный, трансляция скучная. Да, блин. Ну, базарят. Ну, я говорю, были бы хотя бы субтитры, блин. Ну, их не завезли. Может, надо было смотреть в записи, чтобы субтитры были, чтобы понимать, о чем речь. Вот эти вот масочки, кстати, типа черепов, прикольные темы. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty Next, brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Маншуга, привет. Ну чё за реклама? Мне никто не платил за нее. Чё за говно началось? Перестаньте. Нет, никакой рекламы. Никакой рекламы. Как это пройдет, я включу. Мне никто не платил за это. Пошли в жопу. Не-не-не, никакой рекламы. Кого-то мексиканца вообще рекламируют. Просканируйте QR-код и получите к себе мексиканца. Да, все, вроде прошло. Опять, блин, сжили. Выруби звук и картинку. Да я сделал, не успел немножко. Блин, кто-то реально ждет Warzone 2, ну серьезно. Как можно ждать Warzone 2, когда можно просто разрабам сказать: уберите, сделайте нормальный фильтр от читеров, и все, и Warzone будет прекрасен. У меня передо мной пироженка лучше, чем эта презентация. Блин, передо мной лучше, блин, ничего, чем это болтовня. Terminal or high rise? Easy terminal. Mounted Dew как средство для мытья норм, реклама Mounted Dew. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. Strike. High rise. High rise. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Man, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP. Mountain Dew, свяжитесь со мной. Хер ли я вас рекламирую просто так. Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. Зато приглашенные туда задроты смогут побухать Mountain Dew на халяву.
Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time, and some. У этого чела в 50 лет не сломался голос. Definitely not. Sweaty t-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer. Лысый мужик пропал. Серьезно? However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Общий план. В натуре. Не, он просто это. Реал Трансхайр пересадку волос сделал с лобка. Это он же, ребята. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. А чё оно на английском? Ну, не завезли субтитры, спасибо, Activision. Даже английских не завезли. Это единственное, ради чего можно было это смотреть. It's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return. Я вообще не отличаю мужика слева и мужика, вот, который на место лысого сел. По-моему, это один и тот же, они в зеркало смотрятся. I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? Без негатива. MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down. На Brothers зайди, он там постоянно. Да это он, одно лицо. Я говорю, просто парик надел и бороду наложил. Ему просто сказать, что свет от ламп слишком сильно отражается, поэтому такой, ладно. Хватит это терпеть. Про Warzone 2.0 теперь базарить будут. Ну, мобилку оставили, видимо, напоследок, типа, да, это самый зашквар, мы там 5 минут уделим, типа, этой игре, скажем, что, типа, ну, почти готово, и все, давайте всем до свидания. Этот жирный, ну, Big Tasty захавал еще в перерыве. Пока рекламу смотрел. 5 минут слишком много. Ну, 4,5, но новая карта. Аль-Мрази, Мазра, Аль-Мазра. Мне нравится Оазис. Я бы туда падал постоянно. И просто не хотел бы файтиться, просто любовался Оазисом. Вам это ничего не напоминает? По-моему, идут по стопам PUBG. Вторая карта, которая создавалась в PUBG, тоже была пустынная. Activision, молодцы. Зачем придумывать новое, когда можно взять уже готовое? Ну, опечатался, оговорился, описался. Хотя не, вроде еще нет. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different what we call. Никогда не понимал, зачем уделяется большое внимание к деталям на карте КБ, когда там происходит только тупо файт. Ну, то бишь, никто не рассматривает эти все мелочи, там, а лежит ли здесь камушек, а пачка пустая от сигарет здесь валяется или нет. На это никто вообще не обратит внимания. Понятное дело, что для контент-мейкеров это, конечно, в плюс. Они могут там побегать. О, смотрите, нихера себе, пустая банка из-под Mounted Dew здесь лежит. Вот это разраб, молодцы. Вот это внимание к мелочам. Но по факту проходит вся эта эйфория, люди тупо файтятся, вообще не обращают внимания на всю эту тему. Это же не MMORPG, это не RPG просто, это не сюжетка. Это тупо файт. На эту карту будут падать, блин, просто миллионы раз, блин. И никто не обратит никогда на это внимание. Если туда не тыкнуть прям мордой в это. Карта прям из PUBG похожа очень. Блин, ребят, я это только что сказал, но, видимо, на французском. Знаете, когда игра выйдет, будет ставить одну звезду из-за того, что лысого мужика. Я не хочу лысого мужика. Как бы двусмысленно не звучало. Это для насыщенности и живости, возможно. Ну, добавили бы, я не знаю, мопцов тогда. Животных. Не знаю. Погодных условий, там, смена времени суток. Стоп-движение, верните лысого мужика. Кто-то, по-моему, влюбился. У меня чат влюбился в лысого мужика.
мужика. Что с вами будет, если цыганку сейчас убрать просто? Любопытно, что они, кстати, в жюри не посадили ни одного человека азиатской внешности, ни одну афроамериканку трансгендера. Activision что, они толерантные, что ли? А? Что за дела такие? Открывай мир других мужчин. More swimming. Yeah. А, то есть они то, что показывали, как Modern Warfare 2, они то же самое показывают, как Warzone 2.0. Зачем что-то менять, когда можно показать одно и то же, правильно? Логично. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great. Хрен знает, до конца досмотри, может спасает. Ну, когда будут обозревать мобильный Warzone по-любому. Так, ребят, я, короче, пока замьючу, посмотрите без меня, я сейчас приду буквально через минуту. So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you got yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got water vehicles, we've got a small boat, we've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my god. I mean, the fact that you can lean out of the window, мобильный Warzone уже посмотрели? По-любому. Actually, engage in battle from the window, leaning out, shooting, unless somebody blew off your door. That won't. Modern Warfare 1 это и был Warzone, Modern Warfare 2 это и будет Warzone 2.0. Логично. Куда Альф пропал? Как и с лысым. There's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What are the massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns. Меня бесит, кстати, такие прически, как площадка, блин. Это мужик, кстати, переигрывает, как Гарик Харламов, блин. I think to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it. Мне кажется, эта женщина это милашечка, которую жизнь потаскала. Тот, кто понял, тот поймет, что называется. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! Милашечка, которая хайпанула, скажем так. Все-таки, когда много донатят, не нужно все сливать на Макдональдс. Ой, простите. На вкусно и точка. Не, ну что, разве она не милашечка? Она как раз таки по сравнению с милашечкой в 100 раз больше милашечка, чем сама милашечка. And logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a band-aid. Мне кажется, люди там сейчас начнут уже мониторы ломать, что им не дают поиграть в Modern Warfare 2. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through our neighborhood, quite literally like have a
a route we planned. Hit the gas station, pick up gas snacks. up. Yeah, pick up snacks, pick up ammo, and all на sorts. компе Okay, cool. So чумочку what about посмотрел. circle mechanics? Так мы ее и It's смотрим, obviously ребят. a huge component of BR's. Уже 45 The минут. circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually Интересно, как же зона будет сужаться? splits into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates Что будет 3 зоны? battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good. And then those circles merge. They come back together. And you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, я надеюсь, мобильный Warzone такое не завезут. You have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay. Ну, не знаю, может, мне это кажется как-то в диковинку, но это как-то не очень. Господи, мужик, пожалуйста, не давайте ему больше слова. Тоже реально хочется взорвать все нафиг, где играем. Кофе закончилось, кажется, под конец этого я нажрусь. Я сам уже вторую бутылку допиваю. Мне еще катать мобильную колду. Новый ГУЛАГ. Кстати, как же охеренно, что ГУЛАГ будет в мобильном Warzone, и те, извиняюсь за выражение, твари, которые кимперят, будут недостойны возвращаться обратно, что ты в клоузе просто вот так вот будешь в ГУЛАГе, если тебя туда отправят, и они будут отправляться в лобби просто, не обратно в катку с этими дебильными жетонами, если только их не будут выкупать. Как же круто, прям вообще кайфую. Я не удивлюсь, если растянут это Г на просмотр геймплея от их лиц. Я пошел пить чай, всем пока. Мне кажется, 3 зоны прикольно, но как-то отдельно. Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Almaz. Интересно, как это с геймплейной точки зрения Players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have ну так, может, больше шансов выжить, хотя хрен его знает. Мне кажется, это идеальная возможность для кемперов подольше пожить. Чтобы можно было вообще никуда не перемещаться. Is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate our Я думаю, посмотрим, как это реализовывают. Да мы-то не посмотрим. Ну, я не посмотрю точно. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. Навряд ли это появится в мобилке, хотя всякое может быть. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, Excel. It's totally up to player choice there. And I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter. And we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And
trust me, we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR. There will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across 16 ноября, ребята, Warzone 2.0. Все качаем, все покупаем боевой пропуск, все катаем. И, короче, про тренировку лучей, что говорят античи. Тренировку лучей. I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah November 16th, but don't go anywhere just yet. Stick around because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. Видимо, сейчас мы увидим геймплей. We got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Don't go too far. Call of Duty Next, brought to you Только не рекламу. The GMC Hummer EV pickup. Это реклама или нет, я не понимаю. All-electric super truck. Не-не-не, никакой рекламы. Отставить. Никакой рекламы. Не-не-не-не-не. Отставить. Сначала не понял, мне показалось, вообще какую-то машинку типа, показывает из геймплейной составляющей. Из Warzone новую, блин. Так, все. Возвращаемся. О, геймплей. Ха-ха, дождались. А рекламу сначала. Не хотите посмотреть? Смотрите, толерантные какие. Даже с этими пятнами на коже завезли сюда женщину. Я в Озерске был, там таких же видел. Это закрытый город, если кто не знает. Геймплей только спустя 30 минут. Это и есть геймплей? То самое чувство, когда поздно приземлился и проспал момент. Но я так понимаю, они там набрали реальных челиков, чтобы они не в Modern Warfare поиграли, а именно в Warzone в новый. Не, ну будет любопытно все равно посмотреть. Warzone я всегда, типа, ну, высоко ценил. Наверное, из ПКшных Battle Royale'ов это самый прикольный, как по мне. Кто-то не умеет вертолетом управлять, видимо. Я пошутил, но это слишком жестко и черно. Тогда, может, и не стоит. Где у меня вообще салфетки? То это так прям все возбуждающе, мне нужна салфетка. О! Наконец-то толерантность подъехала. Или я даже не знаю, что это такое. Кто это? Мне кажется, она раньше была мужиком. Вам так не кажется? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty. Ведь какого-то алкаша откопали, господи. Вы посмотрите на его глаза, он вообще не отдупляет, где он. О, наконец-то мобильный Warzone, ребята, ура! Вот оно, вот она, рыба моей мечты, вот она, вот она! I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia, but wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born.
Если оно хотя бы на 1% выглядит именно вот так, ну, но это с бета-теста взято. Видно, что слабенько, текстурки какие-то прям вообще не, да. Не, я говорю, если оно выглядит хотя бы так в реальности будет выглядеть, то окей, я готов. Но это бета-тест, но это видно, блин. Они как будто, ну, реально не могли немножечко приправить это все. Ну это как-то слишком дешево выглядит. Вам не кажется? Они как будто реально хотели показать, что мобилки это вообще говно полнейшее. To the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone Mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. It's about creating an experience that's so true to form. Не, как я вчера говорил на стриме, лучше бы они повременили с датой релиза. И лучше бы они выкатили мобильный Warzone в следующем году, в первой половине, желательно весной. Если такое выйдет, ну, блин, ну это как-то реально дешево. Я понимаю, что это, ну, с бета-тестирования все сейчас показали, что, может быть, там еще косметику какую-то наведут, но за месяц это маловероятно. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, интерфейс почему вот не показывает вообще? Мне непонятно. О, интерфейс подъехал. Including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up because if you're talking about не, понимаю, что Верданс, конечно, большая карта, но немножечко-то марафета можно было навести, тем более к этой презентации. Купи ему бутылку водки, и он поднимет твой канал. Может, я поболтаем, покажу фокус с картами? Пожалуйста. Собственно, что она и существует-то? But they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down. А у меня такой любопытный сейчас вопрос назрел. А боты будут в гулаг попадать? Ну, по-любому боты будут в катках, по-любому они будут умирать, а боты будут в гулаке или сражаться будем только с реальными челиками? Такой вот у меня вопрос. 120 челов. Из них 20 реальных всего. Это что такое? Можно сыграть за человека, либо за C-3PO. А сколько ботов? Да вы гоните, идите вы лесом, ну серьезно, типа во всех остальных проектах 90% ботов, здесь будут 120 реальных человек. Ты чё, будешь каждую катку катать с одними и теми же? Кому вы чешете-то, ну серьезно? Ай, капец. Ау, пожалуйста, по мне не хочу на Аву. Смотреть мешает, не смотри на Аву. В чем проблема? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other battle royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced unified Call of Duty technology. Как вообще будет синхронизироваться прогресс? Мобильный, ПКшный и консольный. Это вот непонятно. И зачем это вообще нужно? Я чат не могу закрыть, вот проблема. Можешь. Можешь. Если с ПК смотришь на full экран, если с мобилки закрываешь чат и смотришь просто. Что мешает им сделать это в CODEM 100% реальных игроков? Ну, сидеть ждать 5 минут матча, ну, такое себе. И так и не дождаться. So wherever you're playing Call of Duty, it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends
whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. Все видят, что у него один глаз стеклянный, он моргает только одним левым глазом. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your типа у тебя Battle Pass один на аккаунт, и ты можешь его типа юзать и пополнять с любой платформы. Типа на прогресс это не будет влиять, что ли? You know, that's a great question. Ты имеешь что-то team's против? incredibly Что excited именно? about how deeply connected and authentic the Может, experiences in Call of глаз Duty потерял? Warzone Mobile. We'll continue to Я adapt просто the best спросил, content господи, and может, мне features одному and innovations показалось. created across the Это был franchise. вопрос. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience Здесь right down вопрос to its не core. к Controls are a Понятно. huge part of it. It just needs to feel natural on the Да device, брехня нету в Google intuitive Play. and, you know, native to the platform. A lot of it comes down to tuning. And this is why we're supporting синхронизация даже с App Store, между App Store и Google Play. And we're avoiding Хера the себе. imbalance that comes with До чего дошел crossplay прогресс у between mobile Сережи devices and ПМС. consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to Теперь compromise понятно, for any раз platform. такой чел, This ensures ну я не a знаю, level playing может он и field and more fun разрабатывает for everyone. мобилки. Now, Activision'ские, keeping теперь those понятно, controls почему balanced все for all так player плохо. types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break, even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the Ну я game. говорю, понятное дело, что это все с бета-теста взято, но неужели нельзя было хоть как-то это приправить, блин, какими-то фильтрами? Ну это просто, ну это что за говно? Это китайское ММО-РПГ. Вы видели вообще эту траву, блин? Крестами. Не. Перенос. Я требую перенос релиза мобильного Warzone на следующий год. Никакого октября. Не-не-не. Я не готов. Это они еще full графин показывают. Зачем этот кадр вообще нужен был? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. Прикольная кепка. You can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations Видимо, американский we фигур. drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret. Колда выглядит в 100 раз. You're not going to want to miss. What are you waiting for? Хуже. Using the QR code? Кстати, чел не с Activision. Вы уже пробили по базе? Что нам трейлер покажет? Ни хера нам не покажет. Ха, лысый вернулся. Знаю его как актера. Надеюсь, не порно актера. А чё, типа, я говорю, все, это все, что рассказали про мобильный Warzone? Я говорю, 5 минут, не больше. По-моему, столько времени и прошло. Они максимально хотят показать, что мобилка это дерьмо. Что мы не хотим вообще даже зацикливаться на этом. Хуже, чем наш КБ обычный режим. Есть вопрос, кто разбирается
в сотиках ни у кого спросить, а S20 подойдешь 6 гигабайт зум. Не знаю, очень странный человек. Под мобильный Warzone 6 гигабайт ОЗУ. Сейчас под любую игру, какую ни возьми, вообще мобильную, 6 гигабайт вполне достаточно. Все те, кто предлагают там 12 гигабайт, ОЗУ 8 и так далее, это чисто маркетинговый ход, чтобы люди брали такие смартфоны, типа чем выше цифра, тем лучше. Но 6 хватает за глаза, оперативки именно что. Весь вопрос сводится к процу. Как проц справляется с нагревом, как проц справляется с производительностью. От нагрева зависит проседание всех фэпсов и так далее. 6 гигабайт ОЗУ прям вообще с головой. Every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. Даже хотят нам показать Warzone Mobile геймплей, прикиньте, да? Они что, на эмуляторах будут катать? Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you teased it a little. Yeah, just a little. А, сейчас они типа хотят все вообще геймплейные составляющие захватить всех проектов, я понял. Морковка, он выйдет ли в России в Warzone? Тап вам в помощь, ребята. В Google Play можете даже не искать русскоязычное население. Туда добавят не только лишь всем. Какую-то школьницу вообще выхватили. Сейчас будет вырви глаз. Что почему? Почему в плеймаркете не будет? Потому что санкции. Да здравствуют великие и могучие санкции. Если нету в плеймаркете, просто качаешь тап-тап и юзаешь. Чел там охерел просто от того, что увидел на экране. Видимо, сейчас все будет настолько плохо. Ну да, морковка, да, ну такова реальность, чё. Мы же русский народ, мы это самое привыкли к трудностям. Тап у меня давно есть, ну тем более тогда. Пользователи Apex Legends уже прочувствовали прелесть тап-тапа. Я не русский. Ну, я имею в виду, что куда проблемно... Что случилось? Что за опаньки? Транслейшн верните. Что за говно? Опаньки, блин. Вся компания Call of Activision из этого состоит, опаньки, блин. Просто смотрю на эту игру и думаю, потянет ли графини или не потянет Fortnite, или как норм играю. Да мобилку-то чё, это не так проблематично сейчас завести-то нормально. Мобилка за 20к спокойно потянет практически на full графине. Забанили тебя. Школьница вылезла из-под стола вместе с лысым. Там выпил чел, который снимает. Gorgeous. Yeah. It really does. And not that I had any concerns about the visual side of it, because they knock it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. Интересно, во сколько пальцев они играют, ребята? Как вы думаете? Давайте свои варианты в чатик. У меня телефон 19-го года, а проц 18-го года. Набирает. Да, про Антуту просто можете вообще ничего не говорить, это просто шлак, реально, вот, ребят. Кто пользуется вот этими всяческими тестами, это просто вы тратите свое время впустую, я вам серьезно говорю. Я просто хочу встречный вопрос задать, неужели тебе настолько важен фулл графоний в игре, в которой ты на графику вообще не обращаешь внимания? О, кстати, кемпер заседалец, запомните его лицо.
Ты все равно будешь файтиться, ты будешь заходить в катки и будешь играть шаблонно. Будешь каждую катку делать одно и то же, на графинг ты будешь обращать внимание только, наверное, в самые первые катки, когда игра релизнится. Во все остальные ты просто забьешь хер. И для большей производительности, для меньшего пинга, для больших фэпосов ты будешь выставлять все на минимум, либо на стандарт. Короче, колда на ультрах, всеми режимами стабильные 50 фэпосов. Ну и нормально, чё. Они и урезали графин, потому что карты гораздо больше, всяких мелочей гораздо больше, и нужно это как-то все обрабатывать. Плюсом ко всему, если им верить, типа, ну, 120 реальных игроков, из них, говорю, 20 реальных, наверное. Может и того меньше. Что-то бодипозитивный это, недоволен. Рега не идет! Игра меня не любит. Конечно, есть норм конкурент против Апекса и PUBG. То мобильный Warzone. And I will have to say, to test to what Ant was talking about earlier, about the game mechanics, something else that I noticed that I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like, there's obviously always going to be recoil. Мне кажется, это Тоха Логвинов играет. When you peek corners and stuff, the way your gun moves with you is very, very realistic. And I think that's going to be something a lot of these players are going to notice and have to get used to very Я там мобильник. ДПКшных-то. And it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting to watch. And when you're, enjoying like, maybe seeing your teammates play or whatnot, it just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. And sorry, Clint, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. No. I mostly. Да иди раш, господи, я бы и то уже не выдержал, пошел бы рашить. Блин, он как будто за свой рейтинг трясется, реально. Я бы просто бегал бы и орал бы. Смотрите. Короче, чел полностью ракообразный, но он постоянно орет, типа, блин, да что за говно играть, что вообще помойка какая-то, реги нету. Что за говно? Готов еще на обычную колду. Что значит? Если сделают норм оптимизацию, они как папкаем топ. Главное, чтобы оптимизация была не как в мобильной колде. Самое главное, чтобы рега нормальная была. А то и без того урезанный графин придется еще урезать на минималке, чтобы, ну, хоть что-то проходило. Вот такая стилистика, кстати, вот локации мне больше нравится, что КБшная, что, ну, обычных сетевых. Такая более серая. Она навевает дух какой-то реально ожесточенной борьбы, а не то, что сейчас в Кодем имеется. Всякие расписные, там, я не знаю. На затмение идешь, просто глаз можно вырвать, как будто на Сатурне играешь. А я в Кодем норм оптимизация, вот в PUBG нету тупо, не знаю. Я поспорил. Можете тебе в личку фокус показать в телег, пожалуйста. Потом чекну как-нибудь. Like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That was a new thing that you can add into this game. У меня жидкость кончилась. You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to an edge of a rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. You can make the jump. You can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map without ever running into snipers. That is going to be their absolute playground. Игровой смартфон. Оптимизация особо там и не пахнет. Ну, не каждый раз, конечно. Но по поводу реги, там вообще беда полнейшая в мобильной колде. Но если игра чисто сделана с нуля, то я и надеюсь, что все будет с нуля.
И на эмуляторе играет или что я? Про чего? Не, они... А, так нам показывают это. Они все вместе решили запустить? Так показывайте Warzone, нахер нам этот режим-то? Почему они один и тот же режим тогда показывают? Скажите, что на мобилках-то происходит? Что я не понял даже тему эту. Нифига у тебя сегодня актив, у меня Redmi 9. Вон это, Кловер на Redmi 9 нормально вроде как играет. Вроде не жалуется. Нет, реально, если сейчас одновременно все происходит, почему они не показывают другие-то режимы? Они зациклились на одном. Ну давай СМ4, ну убей кого-нибудь, это же, блин, просто пушка, чтобы в точку зажимать. Лежат там, целуются, блин. Что за месиво из консоли, у меня Redmi Note 9. Все мы с китайцами смотрю. О, женщина. Сейчас женщина всех нагнет, смотрите. Showed us the slide. Now we're looking for the right out the window. Just dive out the window. Send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window, like, everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. That's the, so we have the Hurricane. She's running over to it. That's going to be the M4 platforms and the snipe on the other side. взял Samsung K51, things out, потом trying to Huawei. find the sneakiest, fastest way. Стоило он того. I couldn't. I was trying to see if I could break the slide. No slide break. Huawei-то. She's just like going around, testing out the movement, so it runs right in front of her. That works out. По-моему, сейчас на андроиде Huawei и Honor это одни из худших. Ну, чисто мое мнение. Not as many doors, I think in general is the overall vibe. Ставлю на сторис, конечно, кайфую от этого тела. Very fast paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large, way more intense action. Of course, there's like invasion stuff. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously and excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win. Меня всегда прикалывала динамика и вообще быстродействие всего происходящего на ПКшных вот таких вот шутерах. Also, look how Это я люблю, вот все динамично. No, I didn't. I used it for a whole cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same А game дальше ты просто too. не понимаешь, I can't wait to сексист. sort of like anime skins and stuff like that. My cute little Я-то да, slots. еще тот. Of course, we can put skins on individual attachments now when it comes to making some very, This very is my favorite map. handsome looking weapons. Dylan Price, speaking of handsome. Oh, also something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because system. it reminds me of back in the day the specialists. When you, as you get kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. Вот это, кстати, еще тема тоже прикольная, будет введенная в мобильный Warzone, если я правильно все понял, что можно будет использовать, типа, ну, в одной руке оружие, левой, типа, кидать гранату. Что с мини-картой происходит? Всем это видно? В левом верхнем углу вы видите? Это что? Читы палят, походу. Ждите уже Warzone, жду Warzone. Да мы все тут сидим, ждем. У меня есть вопрос, я старый игрок CODNEXT, там будут радужные скины? Они там уже существуют, 1000 лет как. Even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the purchase. But I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create it. Что там делал, perks, your next one, and your ultimate, so you can, you know, figure out what you want. Не, это просто АИМ, чит на АИМ, короче, как в КС-ке раньше. Когда просили тебя админы зажать куда-нибудь, у тебя вот так вот все тряслось. Я еще по 1.6 из компьютерного клуба это помню. Almost tiered, and again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that, like, yeah, the first 2 perks, they're fine, they sort of help out the gameplay. That mid-tier perk is way more sort of impact. Блин, вот со всей вот этой динамикой люди все равно предпочитают Warface, ну серьезно, в 22-м году, в конце 22-го года. Ну серьезно.
Представляете, как все быстро, как все динамично, как все прикольно. И все равно люди будут играть в Warface. Хотя мне кажется, сейчас Warface по производительности, по требовательности та же самая херня, как и колда. Я вообще удивлен, что Warface до сих пор еще шевелится, живет, блин, какие-то ивенты новые выдают и так далее. Давным-давно уже бы забили бы на эту игру и сделали что-нибудь новое. Не хотят деньги тратить. Больше говоря, ничего не видел. Ну, это называется не говно, а игра на любителя, что называется. Называется, что называется. So this is probably one of my favorite maps that we are playing right now in the beta testing, and as you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5, everybody's doing pretty okay. It's a close game. Здесь, кстати, Warface Mobile, но не советую. У меня обзор даже на канале есть по мобильному Warface. Warface на телефон, кака. Вообще топ игра. Вы чё? Вы не понимаете просто. Это помесь колды, стендоффа, приправленная дреснёй. Ну, как Free Fire, только на ПК. Не, Free Fire это отдельный вид прекрасного и ужасного. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfight stuff, like the way the player animations are, the sound effects, like the game has just been like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning. А у меня модераторы это еще в чатике, присоедините, ребят, пожалуйста. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. He's gonna be bunny hopping all day. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but там скины бафа дают, о чем говорить. Капец, как чел радуется киллу. Давайте уже Warzone. That'll connect. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, yeah, bottom right, you were kind of mentioning like how different the guns will look. The same type of gun is based on the attachments that it has. It's wild. There's also in-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider, further away. I mean, there's options to create that sort of visual. Ну, сообщение скрытый показывает, значит, еще пока здесь. The gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players that. There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. Не, ну будет, конечно, совсем некрасиво со стороны организаторов этой презентации, что геймплей мобильного Warzone так и не покажет, раз он уже наравне играется. Или может сейчас какое-то определенное время пройдут здесь, потом будут показывать он или Warzone мобильный. I wish everyone could experience just this environment though, like as much as we're enjoying the gameplay and stuff, and how cool it's been, because like a lot of these content creators, like they're friends or they're familiar with each other, they play games online. Че, прикиньте, мы думаем, что сегодня Фигара не стримит, а сейчас покажут, как он там нагибает в мобильном Warzone. Я все свои слова возьму назад и просто максимальное уважение проявлю к человеку. Так, норм графика. Где здесь? Ну блин, на ПК-шной игре, конечно, чтобы она норм не была. Жалко, Warzone не выйдет в России, как по мне. Можно и уснуть, пока ждешь, что Warzone Mobile. Не, говорю, это гораздо лучше, чем слушать болтовню бесконечную. Все равно как-то поинтереснее. Больше любопытно, почему звук не соответствует. Может перезапустить транслейшн? Хотя нет, вроде нормально. Что-то Владос настримился, что ли, уже Лумумба-Румумба, который... Интересно.
не дождался. Лодос не дождался. Так я думал, говна, организаторы пару часов геймплея говна, Warzone Mobile выйдет в Казахстане, лучше смотреть игру, чем слушать дешевые лекции. RTX 3900, давайте без фигера. Великий суд навернули. С фигурой будет презентация только в роли уборщика туалетов. То, ребята, вообще ни грамма уважения у вас к великому. Фигура чел стримит, по-моему. Больше любит, но почему он не стримит сегодняшнюю презентацию, или он хочет, типа, с субтитрами? У него даже стрима нет, я говорю, он по-любому там уже зависает. Что он фигура сделал, просто и одет. Да так чисто рафляха, господи. Просто люди как-то слишком зацепились за эту тему. Походу делает перевод. Да видос пилит, скорее всего. Я больше чем уверен. Я просто не вижу другой темы, почему не стримить сегодня вообще, и почему не стримить эту презентацию. Я это самое немножко не понимаю, они даже комментируют что-то другое. Даже по звуку разное. Давайте я перезапущу. Не комментируют даже каких-то других челиков, как будто. Or whatever your sort of crouch button is when you're on a ladder, you can fast slide down it. So that's going to get spicy in the fight. Oh, he's on his feet. He's on his feet. The ghost. Oh man. Это ПК-игру, да? We will be playing all day, friends, all day. You know what, the iron sights here kind of clean. Это слишком все быстро для мобилки. You saw Zenny, you saw Crowder. For those who don't know, they work on the CDL side. They're really in the midst of stuff during the season. They don't get to come to stuff like this that often and see all these content creators. I imagine they're in heaven. I've seen some of the tweets, just having a blast, meeting a lot of different people. So as far as streaks goes, we haven't seen a whole lot of Звук отстает. Но я перезапустил, это не моя проблема. Какого-то АФКшника уже убил. Кто-то там пошел поссать, видимо. But yeah, there's a ton of cool stuff, and I mean, we're seeing Wilson's in there as well. Dude, I love that. We're gonna have a lot of fun. Chopper Gunner's back. I mean, it's called, I think it's called Air Support now, but it's an AC-130. You know what I'm talking about, friends. There's a Chopper Gunner here as well. Oh yeah, we're gonna be seeing it all. Yeah, Miles, like, if we play against each other later today, when we get the free play, I'm getting a Chopper. I think I'm actually locked on this desk all day. I would love to play more. After the stream's over, I think we can play more. Yeah, I think we, once the curtains go down, we Представь, как она быстро на консолях. Да, консольный шутер — это вообще отдельный вид говнеца, ну серьезно. Играть в шутер с автоподводкой. Вот это Панама! Это девушка или человек? Мне кажется, у нее усы. Это лучшее, что я за сегодня увидел. Там вообще про какой-то феник говорят, блин. Мужики валяются, это мне нравится. Консоль чисто для файтинга, но не шутера. Консоль это чисто для сюжетки какой-нибудь. Прохождение. Мне кажется, или звук немножко поправился? По-моему, да. Наиграем на геймпаде в шутеры. Сюжет код старых прошел. Я говорю, это чисто под сюжетки. Почему у этой девочки усы? Кто не знает? Панама у нее, конечно, топ. Она ее натянула даже поверх наушников. Honestly, yeah, it doesn't look like he's pulling down a whole lot. Оно живое. Honestly, this is museum.
Nice big central area. Там мужики мучили, лежат так на феминистской. А сколько раз ты «Остров сокровищ» посмотрел в жизни? Я играл только в Корсар и «Остров сокровищ», я знаю только оттуда. Это пацан и девка, возможно. Не верю, не верю. Не верю. Какой адекватный пацан себе такую прическу сделает, такую панаму нацепить. Хотя я уже думаю такую же взять, панаму. Не девочку. Долго играете в мобайл? Да с релиза, можно сказать, практически. Стримлю только не с релиза. This is the Elgato replay of how this all started. Oh, he gets two again. Just ripping him. It's the same two people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. He was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he wrapped his streak. Не, у него лицо слишком миловидное для пацана. Dude, I basically just pulled a symphony, dude, when he was casting the pregame lobby. Oh, and it was a good one. I thought he earned another one. Well, last thing I saw was 15 streak. I was fired. Это мужик я рассмотрел. Боюсь спросить, куда вы там смотрели. Феминист. А, классная. Мужик. Откуда у вас такая информация? Он вам справку предоставил от гинеколога? 20. He's farming. Yeah, he's literally farming. Somebody killed Breadman. Wait, do you guys see the movement though that I was talking about? Like how when you're moving, like your whole body, like it's different than other Call of Duty games. It's very hard to put into words, but once you get your hands on this game, like you can tell everything moves with you. Like usually the gun's fairly Нормально девочка кемперит просто в одном месте села и хорошо. Фраги набивает. Блин, реально никто до сих пор ее не чекнул за это все время. А сидит тупо в одном месте. Это геймплей, я понимаю. Видно мужик. Это девочка с яйцами. О, кто-то чекнул, но она была готова к этому. Я так понимаю, чат проверял пол этого существа. Походу, да. I think that was Breadman. That was Breadman. Yep, I believe that was Breadman. He's got 25 kills. He's got that thing locked. Как, кстати, хорошо, что у меня вебка находится на правильном месте, чтобы всем было видно, кто на вебках играет. О, это что, Swordfish? Какая-то гибридная херня. Помесь Swordfish и снайпы. Yeah, no, he just looked dialed in. I don't think he said a word. Я представляю, что будет с кемперами, когда они все выйдут оттуда. Откуда? Из мобильной колды. He has the pistol on Miles. Remember we were playing with it? We turned into a fully auto sub yesterday. Yeah, thing. Wait, what? But yeah, so of course, Gunsmith is ridiculous. 2.0. Yeah. You can turn your sidearm into something pretty mean, and then of course the ledge hang mechanic. I'm hanging on ledge. Clint, you were singing the Spider-Man song earlier. Hey man, not too. If Spider-Man. Я смотрю, долблюсь в глаза, чтобы понять, кто это. Издание, где они сидит. Я надеюсь, по очереди они все разом. It's something that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny ledges and see where players are. Yeah. I was also trying out some of the field upgrades yesterday for the short amount of time that I did have. I tried the camera one. It was so interesting. Just like throw it down, go hide in the corner. You can see when they're pushing at you. It's You hold your own flank at that point. Yeah, you got your own choke points. That's great. And again, another thing. Oh! Интересно, мы сегодня дождемся вообще мобильного Warzone? He nearly got both of them there. Of course, Isaac, one of our streamers coming in from Europe, made the long trip across. Yeah, I was wondering how many people we had here internationally. I've casted over him in a bunch of wars. Видимо, я херню пронес, когда сказал, что вся презентация, ей будет достаточно пару часов. Видимо, нет, ни хера. Они хотя бы переключались, типа, ну я не знаю, ну сколько можно, сколько мы уже смотрим эту ПКшную тему. 2 часа прошло, походу Warzone спит. Где Friendly Fire, огонь по своим. Не, кемперы не одобрят Friendly Fire.
So that little bad boy kind of gives you sort of a local sort of UAV, but the radius isn't obviously great, but Вот это он снайпер. Из всего пространства просто он попал именно в балку, блин, вертикальную. Раму оконную, не знаю, как это назвать. А, его подсейвили. Его кто-то порезать хотел, его подсейвили. Это братство кемперов. Опорный пункт. Не, это как превосходство называется. Сворачивай катушку, долго ждать будем. Да похер. Мне вообще в кайф. Ну, покатаем мобильную колду завтра, ну подумаешь. О, чел с феником, кстати. Не выжил. Бедолага. Не, пофигу, я посмотрю. Я же дом смогу построить, буду показывать секретную Warzone. Ничего, случайно всех убил один раз. Интересно, сколько бы шаблонов бы разорвало, если бы в мобильной колде был бы Friendly Fire. Прикиньте, так в рандом выходишь, тебя бесит кемпер в твоей команде, что ты его просто убиваешь и не поднимаешь больше никогда. Забираешь его жетон, чтобы никто больше не забрал. И тупо носишь с собой. ППшкой табан. Горели бы жопы школьников, которые кемперят тут по-любому. Смотрите, а здесь феник тащит, блин. Здесь, видимо, еще разрабы не добрались до нерфа. As much as I say that, we know how a lot of these people are. They're going for crazy clips. They want to drop bombs. They want to have high kill games. So some are going to find stuff they like, little combination they feel comfortable with, and they're going to send it. But Crowder, yeah, he's in the mix. Феник прекрасен. Еще бы увидеть, чтобы кто-нибудь играл с Swordfish, но вряд ли такое возможно. Сетевухи. You're just hopping around. You can even hip fire this one. He's picking up a ton of kills. He's loving this class setup. He switched it up from last time. So one of the big things, I mean, before the show started, I walked around and talked to as many of the streamers as I possibly could, and I was just like, you know, you've had a tiny bit of time with the game. How you feeling about this? And almost every single one of them said, I'm really struggling not to slide everywhere. They've been so used to doing that. Get used to it. From MW19 all the way through to Warzone, when you know we're on Caldera, it's not the same. It's not the same. Они хотя бы почаще между людьми переключались. То так прикинь, ты столько пыхтел, потел, чтобы сюда попасть, тебя ни разу не показали, а показывали, блин, полчаса одного и того же челика, который с феником играл. Играю в рандомную игру про котика, вот так. В принципе, я готов на это смотреть. I like the leave of my head, you know, the ball head. So I think the diving thing's gonna be good for me, just like a bowling ball, you know, Miles, just sending it through a door, sending it through a window. Maybe diving into someone. You think I can knock somebody out that way? If there's an attachment for you. Мне кажется, он сматерился по-русски. По губам можно было прочитать. Okay, that sounds sick though. Honestly, if the devs are listening, let's think about that a little bit. A bayonet dive kill. Oh my god, I want that immediately. Да, опять этого включая. Реально, они показывают одних и тех же. Там уже кого-то уводят просто. Видимо, монитор разбил от досады. Что? У него второе оружие ППшка? Серьезно? Такое в Modern Warfare есть? Что, типа снайпу и ППшку юзаешь? Будешь еще в обычную колду рубить сегодня. Да хочется геймплей Warzone посмотреть? Я бы потом пошел, но что-то я не знаю, там на 5-й час стрима только, видимо, дождемся. Тут удивился 64 киллам, да. Ну все, эти докатали.
Oh man, through the door with the pistol. A lot of windows on that map as well. Го уже Warzone. Люди ждут, ё-моё. Вообще для меня ППшка это бан. Так а в сетевухе-то что еще использовать? Если ты не любишь снайперки, штурмовки, это слишком тяжеловесно. Меня больше удивляет, когда в мобильной колде в сетевухе люди пулемет используют. Miles, that's right, I am right here with Zuma, Tommy Properado himself. So, I mean, you have now had your first taste of Modern Warfare 2 here at CODNEXT. What did you think? Oh, it's incredible. The game feels super smooth. The gunplay is awesome. I like the time to kill. Геймплей, говорит, просто умопомрачительный. Меня 50 раз убили с Феника, я просто счастлив как никогда. So there's so much to talk about, you know, new modes, new maps, changes to the Gunsmith. But what really stands out to you? Like, what are you excited about? I'm really excited just to get the competition going. I mean, I'm excited for the CDO, and I heard them talking Люблю about пулемет в CODM, пользуюсь сивкой, не знаю. Для меня это слишком долго. Там Оден-то, блин, разворачивается 1000 лет. Блин, музыка на заднем плане. Вот что-то знакомое, не могу понять, из какого фильма. Из «Плохих парней 2» я вспомнил, когда они штурмовали виллу наркобарона. Кто смотрел фильм, тот поймет. Я этого потом в DS зайду. Планшет лень взять. Ну чё, сейчас скажут всем спасибо, до свидания. Или мы все-таки увидим геймплей Warzone мобильного? В 2 метрах от меня я в сладкой теплой кроватке. Смотри, не прилипни в сладкой кроватке. Ретро, привет. Удачный стрим, спасибо большое. Looking for an epic way to celebrate the launch of Modern Warfare 2? Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply. О, Чубака! Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links Sasquatch to appear on screen. If you see it, grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty Next. Squad up with Sasquatch. Может, геймплей мобильного Warzone на отдельном канале где-нибудь велся? Есть информация? Terms and conditions apply. Чуем и дома, да. Я просто реально уже вторую бутылку опустошил мобильного Warzone, так и не дождались. Ребят, это, чекайте, 2 лысых на экране одновременно, вы ждали его возвращения, он вернулся к нам. А чел справа, по-моему, себе место здесь купил, блин. Поржоме, да. Поржоме. Поржоме над геймплеем, блин. Коллективизм. Сейчас пойду за банкой, блин, а после банки, видимо, уже придется брать розовое вино, блин, а после него вискарик на старте. Yeah, you know, perks haven't really been touched for a long time in the series, and I guess by nature they're passive, and so most of the time we found people just, you know, find the 3 that they like, and that's it. They kind of forget about the. I said that earlier. That's me. Yeah. Like, I find a few I like, and like that's my class. There we go. We just wanted to come up with a system that was a little bit more engaging, and so we grouped them into 3 different categories. You get 2 to start with, and then you pick a 3rd, and then you pick a 4th, and they're rewarded as you play. You really like how they proc at the end, yeah. I mean, an announcer comes up, tells you. Надеюсь, этого парня никто не застрелит, а то опять какой-то конфликт, блин, возникнет. It doesn't reset on death. It allowed us to kind of like create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. Нормально он своего поднял. Where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like there's different things. Что за чел? Да хер его знает. Усейн Болт, наверное. You're like, hey, I know these aren't in play yet. Который курит болт. I guess, listen, it's very different, but I'm also a big like RPG guy, so I like the process of like unlocking things and earning things. It's just like at the core of who I am. So I dig that. Just like
the progression over the course of one single map, I think is very cool. Yeah, it just feels good. It feels good. Скорее не пропадешь, там туалеты чище, чем в ТРЦ. Oh, and I guess we didn't touch on actually is the packages, right? From like, we're talking a lot about the theory crafting. Это чел, где угрожал маленькому пацану. So early on, you just say, you know, I want this playstyle, I just grab this package and go. And then later on, you're like, okay, I like that, but I want to noodle a little bit. You can hop in and. Крыса убила. You know that kind of it really people can see that through the default loadouts. And we've packaged in based on those kind of player behaviors we were talking about. Я думал, это скин какой-то на персонажа с мешком на голове, как заложник, блин. Ребят, КС 1.6 начался. Маркус, чел в серой футболке сидит и комментирует УФС. And so it's a little bit more micromanagey, but it felt to us that you're kind of more creating your class and your character for, you know, in that. So people in the beta should really try out those default loadouts because we put a lot of time into how those play. Well, I'm curious in like playtesting, did you see like a, I'm sure everyone has a way they view themselves as a player, like maybe you want to start as more of like a sentinel type. Did you see like as people got more comfortable with the game, like О, чел, играющий в 6 пальцев с дробашом бегает. What did you notice when playtesting these different types of things? Yeah, I mean, I think overall most of our players are rushers. Yeah, you're not wrong. Depends on the circles you run, but you know, there are these other players, and we wanted to just make sure that you know we're supporting all of them. And so, you know, some of the field upgrades can be more sentinel and trying to hold down positions. But that's why we added in the DDoS, like we said, to kind of just say, I've had enough. I want to pause all this stuff and make it go away. Yeah. But we also leaned into creating game modes that can facilitate this kind of Бедолагу просто показывают, как его все подряд убивают. But we also want to talk about the pacing, the movement, you know, what it looks like, how it feels to be in game. And when I got a chance to get on the sticks yesterday, something I noticed is it is a little bit slower paced, right? We're going to be sprinting round, not sliding round. And I think another thing I want to talk about is the dolphin dives. I've been diving down escalators, getting prone, looking at hard points, trying to figure out, can I see bomb site view? Окольными путями все игры будут в России. Без русификации, без русской локализации, но могут появиться спокойно вообще. Yeah, I think fluidity, and I mentioned it previously, is like really important, right? But we did make some small tweaks, right? Like slide has a little bit more of a hang up, so that people aren't just sliding around the map, so that they're actually moving through spaces, checking corners, and kind of like pacing themselves. But the general movement of guns should be almost exactly the same. And Jeff and I regularly check in. We're like, okay, Конечно, будут деньги нужны уже маленькой инди-компании Activision. And we try and be consistent in that regard. But there have been these small tweaks, and the dive is one of Игры those вне tweaks. политики, да, точно так же, как спорт и все остальное. Производство и прочая херня. Все вне политики. Но оказывается, все в ней. Так и живем. I'm at here is being able in S&D, just being able to know where people are, give that intel to your team, peek that back down again, making sure you're not getting your dome ripped off by a sniper. Of course, major stuff here, but and exciting that the fact that you can get your secondary weapon. Блин, я бы реально не смог бы там вот сидеть. Вот прикиньте, это сколько даже через наушники вокруг столько народу сидит и каждый что-нибудь доорет, там какую-нибудь инфу, еще что-нибудь. Я вообще с ума сошел, мне кажется. Я бы даже сконцентрироваться бы не смог. Well, we've all been there, like whether you've been playing Warzone. То, что я живу рядом с арабскими странами, 15 минут моей жизни. Пожертвования бедной инди-компании Донатор тоже. Yeah. So, I mean, really, that's where it came from. But yeah, it was also the high mantle too, right? Like late when we were developing Modern Warfare. Песос сосуд, блин, бедному стримеру даже никто не жертвует. Сейчас еще инди-компании какой-то деньги не кидал. Уже накидался в свое время. Блин, пошел я, короче, за банкой, реально. Тут что-то уже начинает утомлять с этим. Я сейчас приду, я пока сейчас схожу, по-любому уже
покажут геймплей мобильного Warzone, и я все просплю. Сейчас вернусь, ребят. That's a good note that you know, we make all of the equipment, all of the movement, and all of these things for scalability, and we have to kind of check ourselves that everything we put here is going to show up in Warzone. Well, now you've got this like metaverse of like there's so much. It's a big kind of, like I was saying earlier, right? It's like not hard, man. I'm sure. It's like, how do you add different things in and make sure it all stays in check and not mess up this ecosystem? Well, it feels like, I guess for me when I view it, well, what has been the one thing, at least for me, that really separates Call of Duty from a lot of other shooters? It's like, it does feel so fluid, but like there's a limit to that too. You don't need to be an amoeba, like it's just like floating through the map. Like you want to be some realism to it, but like how can you add that realism and the ability to, I mean, think about, I don't know, 10 years ago, what you were able to do with just like interacting with the map and what it's come to now. I mean, it's insane how much it's changed. We had to argue to get sprinting into, I think it was COD 4. I'm sure. We didn't have that, and so like just the evolution of where. Yeah, it's come a long ways. I played the very first one, so yeah. Yeah, it's been pretty special, and something else that's a bit special as well is the fact that we have all these content creators behind us. We have an Elgato replay for you guys. It's actually Myth here on Prison Rescue. Just gonna check this one out and see exactly what went down here. And Prison Rescue is gonna be a really exciting one, of course, because you have to get that objective done. You need to go rescue the prisoner, and carrying them out is gonna be huge because that icon does disappear. You know, how did it work with this prisoner, being able to put them in the game, knowing that somebody's gonna have to run this prisoner back and extract them, and having that defense to be set up later on and have to completely and utterly change the game, go to that defensive mode? What was the kind of makings behind that? So it was actually kind of a hard mode to make, and we went through all these different iterations, and we had these problems where we're like, hey, the modes around rescuing these prisoners, but people, they weren't able to, right? We're like, hey, do this heroic thing, and rounds just kept ending in elimination because it was so hard. And that's why we added the radar sweep that you get when you get the prisoner, and that's why we took the icon away when you pick the prisoner up. Because we were going through, and we tried with one prisoner, we tried with two right next to each other, we tried all these different iterations, and it took a while before everything kind of clicked. And you often, when you're making game modes, you don't really know. Like some of them pretty quickly, you're like, oh, there it is. Yeah. But this one took a lot of work, a lot of finessing, and then we finally got it to where there is this balance, and we're seeing more hero moments. And that replay we saw, he actually, I think of that one, but while we were talking earlier, I saw him actually pick up the prisoner and take it all the way to extract and have that run, and that's what we wanted, that hero run. Yeah. I'm just thinking about like how crazy it's gotten. Like I don't envy you guys at all. I mean, I do. You have great jobs, but like the fact that you have to think about like everything within this sandbox, like from when you're trying to make a new mode, like how is some new movement or anything going to affect Warzone? How's it going to affect Ground War? Like, I think at every game you have that moment at the end of the previous one. You're like, okay, how do we squeeze more blood from this stone? Yeah, right. And it's like, but then you start iterating and trying different things, and you do kind of like, all of a sudden it's ballooned, and you're like, oh no, we have to cut stuff. We have too much. Yeah, I mean. О, ура, геймплей мобильного Warzone. Ага, херушки. Kind of wrap things up here. You know, ничего не поменялось. When you talk about Call of Duty, when you listen to feedback from players and different generations, they always talk about that nostalgic feeling that they get when they get on the game. What is it about Modern Warfare 2 this time around, this title in particular? Дальше вход пойдет It's going to bring generations back, years to come, and say, look, Modern Warfare 2, excuse me, was my game, and this is why I want to play it year in, year out. Да, если только спился, блин. Yeah, you know, nostalgia is a weird thing, and I know from working on past games and people speaking so highly. Смотрят презентацию до конца, будут завидовать ушедшим. Where you're at in your world and your friends and things like that, and so for us, we can't really control that. Лучше квас пей. We try to Да lay out, ни хера не лучше. I don't know, for the lack of a better term, like you're kind of laying out a nice meal, and you're hoping that everyone enjoys it, and from all the systemic play. Я пойду чекну, может реально сейчас это мобильный Warzone показывает там по другому каналу, мы с ним смотрим совершенно не то. Ну, Владос с канала Румумба Лумумба уже не дождался. Не, ребят, походу придется ждать. 135 тысяч зрителей ждут, и мы подождем. You know, like I love TDM. That's my. I just play that. And so it's interesting that we're fortunate to be able to make all these different offerings, so that people can come into our game. And they're like, I love big war, vehicular combat. I'm going to ground war, right?
And so I think that's an advantage that we have, that people can find their place. Не, ну серьезно, ну сколько можно? Они рекорд хотят побить, они время тянут, или они вообще его не покажут? Там же было запланировано, но меня больше волнует тот факт, что геймплей мобильного Warzone там на 3-м месте стоял. Они решили все режимы опробовать, это уже опорный пункт, я так понимаю. Мы видели просто 6 на 6 без возможности обратно вернуться, так сказать. Был режим превосходства, сейчас опорный пункт. Что потом? Найти и уничтожить останется. Not really. But you know, but the fact that we can get this done through, you know, millions of Zoom meetings and millions of kind of keeping everybody up to date and so many different studios, not just ours, you know, all these different Activision studios to kind of keep on. Заметьте, кстати, вот на ПК-версии какой геймплей, какая боевка. То бишь у тебя вообще нет права на ошибку. Если по тебе стреляют, все, ты в течение там 1 секунды умираешь, даже меньше, доли секунды. И как в мобильной колде у нас что? 500 пуль выстреливаешь по челику, он еще живет, сейвится и потом убивает тебя, блин. Как же зомби-режим, ну, походу. И походу еще и зомби мы тут посмотрим. О, Фигара стримит, смотрите, я узнаю его по лбу. У него вебка точно так же настроена. When everyone's maybe not in a room and like maybe one idea kind of takes precedent, like everyone's just kind of isolated a little bit more. I just wonder if there was any like creative advantages there. Yeah, I think a lot of people were worried that kind of like productivity would go down by living at home, but we just found that everyone was so passionate about, you know, making this game that they could either play a game or their PCs sitting there. Я уже просто музыка даже это на заднем фоне калит, ну серьезно. Это даже не музыка, это просто поставлено на повтор звуки какие-то напряженные. What I heard in some cases, like productivity actually like went up, which people didn't expect, and like now people are downscaling offices. So I was kind of curious if you had like a lot of. Да у меня сок тоже есть в холодильнике. Yeah, it's tricky because вкуснее будешь. Не знаю даже, кто меня на вкус будет пробовать. Kind of that kind of community in the office, and that has been a great way of kind of solidifying the game and getting people back in and feeling the, you don't get the big hoots and hollers when you're at home, right? Yeah. So we get people in the office, we get them in the big pit, and we're all playing. And Gold like, star. Yeah, you get that feedback loop of like. Чё, чел наигрался, что ли? Yeah. Look, drawing back the curtain a little bit, because when I think of how to handle a brand new game, a brand new title, bringing all these exciting factors to it, I'm thinking of like bare bones, you know, in your shed maybe, with a whiteboard, you know, just writing things on, just brainstorming. What is that process like? You know, building the blocks. О, Warzone, ребята! Warzone подъехал, боже, мы дожили. Трындец. И там угораю сразу. Смотрите, какая графин, дерьмо. Мы дожили до Warzone. Жесть, жесть просто. Спустя 8000 часов. Уже даже кто-то в ГУЛАГе сражается. Что это за охеренный прицел, как было? Да и опять эту херню врубили, ну вы серьезно, что ли? Ой, бля. Я все еще жду твоего указания насчет упоминания Фигара. Удалите канал Фигара, пожалуйста, модераторы мои. Да я знаю, я ж порофлил, господи. Просто когда переключились на Warzone, комментаторы заржали, я такой типа их озвучил, типа смотрите какое говно, что за графин по сравнению с ПК-шной прелестной версией. Давайте мы дальше будем показывать это. Покажите, блять, Warzone, сука, вы заколебали одно и то же показывать, ну серьезно, ну что за помойка?
Походу сейчас прощаться будем. Баланс, привет. Мужик и мальчик, ну хорош базарь, ну покажите Warzone, ну серьезно. Господи, не смотри на меня. Не надо. Я не вижу ее. Looking forward to sharing this moment with you and with just the entire Call of Duty community. I'm so excited. I'm just ready to get into action. And obviously things are just heating up over here. And it really is impressive what you've been able to pull off here. And watching someone play, it looks great. It feels great. It's running, it's as if it's running off a console. У нее в школе была погоняла трансформер. How did you guys make this from the ground up? Yeah, it's a great question. So one of our game pillars was what we call relentlessly Warzone. I like to think of it this way. There are a set of emotions and an overall gameplay. О, ура! Хоть что-то другое. When you play Warzone. Не, ну трава, конечно, отстой вообще полнейший. Интересно, это на максималках вообще? The Verdansk map, tons of vehicles, and some unique Warzone mechanics. Things like the Gulag and in-game loadout drop. So you put all these together in a pot, mix them around, put some magic powder in there, and boom, Warzone. Я сейчас, ребят, немножечко абстрагируюсь от чатика, я хочу просто посмотреть на Warzone. Реально. Я так уже устал на ПКшную эту херню смотреть. So for us, being on the same technology, it means we don't have to tinker nearly as much. It's just an incredible advantage for us. Да, блядь, сзади, ё-моё, ты чё, не слышишь, что ли? Это даже маркер показывает. With tons of coffee. No wonder why we don't have any more coffee here backstage. Exactly. That's the truth. All the coffee in the world is how we were able to do it. No, you know, one of the things that I just Иди раш его, ну ты ж пробил его, господи. It's a really great mix of talent and experience. Дорогой сын, организаторы сделали такую фиговую презентацию, да, на организаторы есть стимный курс девушек, так что если ты будешь ругаться, ты сексист и расист, это да. Графика еще не доработана. Да, понятное дело, ребят, я если на графику и бомблю, то это чисто ради рофла. Чисто ради рофла. Ну, какие-то записи еще делает. Меня нокнули в 19:00 по Москве. Или что-нибудь такое. It's been so much fun watching all of these streamers today, and this game looks like a really great time. What is the best way for our viewers at home to guarantee they will be the first to drop in and play Call of Duty Warzone Mobile? It's a great question. It's a great question. So for us, pre-registration. Эта физика ощущается более топорной и тяжеловесной, мне кажется, по сравнению с мобильной колдой, вам не кажется? О, сиськи. А, в смысле это... А что там, бюстгальтер на кофту натянула, что ли? Женщину убили. У нас сексисты, а. Фу, такими быть. Эта лестница, по-моему, только что отрисовалась прямо перед лицом. We have some incredible rewards. I'm going to talk about those maybe in a few minutes, but maybe for now. Не, ну это рай для крыс и кемперов, просто такое количество сооружений. Прикиньте, сколько мест для заседания просто у них будет. Это придется реально нарабатывать навык выбивания этих крыс из домиков. Капец, сколько препятствий, сколько где можно укрыться, но файтиться в клоузе по-любому никто не будет, все будут крысить. Не все, но 95%, я больше чем уверен. Oh man. 3 места на квадрике. Фулл сквадом можно, кстати, на квадрике кататься. О, знаменитая физика Activision подъехала, видали? Сейчас в мобильной колде то же самое происходит. Ударился об стену, лобовое столкновение с машинкой, машинка отлетела, как будто это мячик был. You just see this map and you go like,
You go back way back 2020, and you're just seeing this map Verdansk. It's just you're basically having. И у всех одна и та же раскладка, кстати, под пальцы, надо запомнить. Как профи играют с напальчниками. Причем у него только один напальчник, другой, видимо, порвался. О, у него напальчники, как у меня, кстати, от Black Shark. А, не, это Razer Kraken у него. Это кракеновские напальчники. Оставить у меня не такие. Хотя хер его знает, может и такие. Где мои напальчники вообще? Которыми я не пользуюсь. Понятно, опять просто будут бегать какие-нибудь стримеры. Выселять крыс. У меня просто серенькие с зелеными полосочками. Не могу играть, блин, в напальчниках, пальцы потеют еще сильнее. О, кстати, анимацию можно посмотреть перед высадкой. Только не переключайте сейчас экран. Дайте посмотреть право верхнее. Не, ну масштабно выглядит, как для мобилки, вообще выглядит очень масштабно. А будет КБ или кастом сегодня, максимум вместе покатаем, не более, мне кажется. Если мы вообще доберемся до этого. У меня банка вообще. I like to equip two things. I always like two primaries for myself. A shotgun is a must, and I like my shotgun and my sniper. People make fun of me for it, but that's what I love. Boneyard allows me to do both those things. Я надеюсь, что это график, конечно, не конечные игры, а их хоть какой-то марафет еще наведут. А то потом обнову на графин КБшный придется ждать, мне кажется, как год минимум. Я до последнего думал, что ты презик достаешь. Презик, но только не на 21 палец. Это киберспортивный презик, так сказать. I know people were talking earlier like, oh my god, Superstore, Superstore, Superstore. Oh yeah, speaking of Superstore, I mean. Не, реально, вам не кажется, что реально как-то все тяжеловесно более ощущается? Как в PUBG. В мобильной колде все-таки как-то все подинамичнее, мне кажется. Хотя, может, это в тесте так выглядит. Или, может, это просто вообще на экране так выглядит. Может, оно будет как-то реально динамичнее ощущаться. Как по мне, Warzone обречен, люди попытаются скачать Warzone на iPhone 6 и 7, будут плакать, что играть. Играл, говорит. Блин, тот, кто снимает все эти экраны, он не может переключаться между реально какими-то баталиями. Он показывает просто херню. Одних и тех же снимает и показывает сейчас реально просто херню. Ну покажи, где файт есть. Там просто столько операторов ходят, они реально не могут это все отследить. Они даже знают, кто с кем рядом где находится, блин. У чела только 1000, кстати, валюты. But obviously I sneaked into the CODNEXT event and was finally here, able to see the alpha. But hey, since we're here, taking a look at what's going to happen here on the right side of your screen. Заметили? You're taking a look at the map, and it's exactly what we saw in Warzone. Totally, and it's getting to one of those end crunch periods. This is my favorite. The circle started to close, not yet final circle. But it's definitely that time you got to be a little bit strategic and smart about your choices. There is a penalty if you get a little bit too aggressive. Я уже предвкушаю просто комментарии людей, которые будут говорить, что графин, ну капец какой отстой. Because obviously the tier 5 loot zones, the tier 4 loot zones, you'll always have that risk, but obviously the reward is a little bit more high. I mean, especially if you're going to be dropping at the very ends of the map, at the very end sections of it, where yes, you might not have better loot, but you might have a better time not really looking for those kills. But the best thing here is you need to find that middle ground in every BR game that you have. For here, cash is king. You need to buy
fly out, go and find a way to buy your fallen teammates. БПЛА работает у него в упоре 2 чела. Meet them in the gulag later on. I'm really hoping to see a gulag feature over here. I want to see it. Me too. Looking at the mini map here, there were just quite a few red dots around. Something tells me. Чел, ну иди пофайтись хоть ты. Блин, у него БПЛА сработало, он их не чекнул даже. I feel like it's gonna be a really good gun. And speaking of, there you go. Gets one. А второй-то что тупил? Ну нахера это переключить? Ой, господи! Тот, кто это переключает, реально ему руки бы оборвать, блин. Происходит файт, нет, я буду показывать, как чел, блин, от зоны убегает. Yeah, I don't know. He's living dangerously. I don't know, Bobby. I'm worried for you, man. Yeah, Bobby and Hawks, they need to find a way to, you know. А вообще, кстати, очень сильно непривычно наблюдать интерфейс, мини-карты и вообще все вот это варзоновское на мобилке. Очень непривычно. Me too. Super curious to hear. Also curious to hear how this interaction here ends. I want to go back to one thing you were saying earlier with the loadouts. One of the things for me that I just absolutely love about Warzone is being able to have this little in-game economy and the strategic choices that happen as a result. Sometimes I want to get my own loadout. Sometimes, no, I'm all about buying a new score streak, leveling up, helping my squad that way. There's a really nice element of strategic choice, and it's ones that we know players in Warzone 1.0 on console and PC, they just absolutely loved. And, you know, in mobile, there's really nothing quite like это им никнеймы врагов показывают с помощью ППЛА, что ли, или что? Я чуть немножко не понимаю. Он навел прицел сквозь препятствия, ему показал никнейм противника, где он находится. Really just playing the game and playing Warzone in general, it feels as if you're playing the same thing on console and PC. And so that's such a huge deal, especially since you're putting it in such a tiny device. Слишком много флуда, согласен. Ребят, давайте без флуда обойдемся. Not only that, it has its unique aspects as well. I think we've already mentioned it before. Mobile, yes, even though you already have it, Warzone is here, it has its unique features. Big time. And when we started making the game, we listed out all these options. Для мобильных геймеров, блин, вебки сделали вообще идеально просто, чтобы макушку можно было разглядеть. And on the other end of the spectrum, we could do an exact port, something that felt exactly the same, had, you know, same experience, same economy, same everything else. What we decided in the end was, you know, there are different principles that we want to achieve. We want to make sure on the core game, so here, the moment-to-moment gameplay, it feels just as good as. Боже, как быстро пластины втыкаются, вы видите вообще это? That's the best shooter in the world. We want to make sure that we're rendering that. Неужели это реально? Я наблюдаю. At the same time, for mobile players, there's certain customizations that are really important. Sometimes on the event side, or what we call internally the live ops side, but also just on the controls. So we want to make sure we're taking those best of both worlds and adding them together into an experience that just feels like nothing else on mobile. We think we're on the right track. Yeah, well, speaking on the right track, Noah from YouTube getting these kills already, and it's our first time seeing him right now. So. А где же анимированные добивания? Мне вот любопытно, которые в трейлере показывали. As you can see here, but you can also get really good loot. So that is definitely one thing that you want to have. And now for him exploiting all of these, I can see the movement is very much like Warzone. I feel like for me that was one of the bigger questions. It's like, what's the movement going to be like? And you can see here, it's good. Я не понимаю, они против ботов играют, что ли? А где же обещанные 120 игроков? Для них даже не смогли сделать отдельную комнату. Вряд ли они там 120 человек набрали на мобильный Warzone, которые сейчас реально там играют. It's something that we just felt like we don't want to mess with it too much. It's so special. It's what makes Call of Duty Call of Duty. So for us, it's about rendering that in the right kind of way. And again, not totally there, but man, we're pretty happy with where we are at this alpha stage in the development Интерфейс, кстати, прикольный, строгий такой. Все кнопки одного цвета, серенькие. Никакого расписного, ничего. Да, блять, опять что ли? Верните! Да похер вообще слушать ее. To what we saw when it comes to the gameplay of Call of Duty Warzone Mobile, and it was Стрельба, как по мне, хрень. Really exciting to see all the streamers playing the game. Просто привык к мобильной колде. More lined up for you. But with that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update.
А, братюня берет интервью у братюни. По-моему, сыр упал. Завтра найду. Ну вы еще засоситесь, ё-моё. Хорош. Капец, они ПКшную херню показывали, блин, 3 дня, блин, а мобильный Warzone показали за 5 минут, как обычно. Honestly, there's like a 13-year-old little boy like inside of me, the 13-year-old version of me that's like freaking the fuck out. Sorry, I don't know if that's allowed or not, but my bad. I won't do it again. But like, I am losing my cool. Им разрешили Like, I материться. think it's awesome to think about. А, у них все равно только одно матершинное слово есть фак, да, фак. Простите. Well, since you got to play the game with a bunch of people so far, what's your favorite thing? Ooh, my favorite thing, an individual thing. Рубашка у него прикольная, из масок Рэя Мистерио. Кто не знает такого? Типичные черные из гетто. Они не черные, они сексуальные и шоколадные. Я ничего не говорю, но если в колде звук и ощущение, как будто ты реально стреляешь, тут 1, 2, 3 и нет чела. Так это нехорошо. Это и хорошо, это гораздо лучше, чем стрелять по кемперу, выстрелить по нему целую обойму, блин, с 50 пуль, блин, и не убить его, игра, чтобы подсейвила. Кто из них Big Smoke, да понятно кто. Кто Big, тот и Smoke. Вот оно пришло время, как говорится, будет тебе к концу сбор всех существ всей вселенной. Я так понимаю, все на этом, да? Презентация будет кончаться. Да вас снимает уже камера. Вас не слышно, у вас звукооператор говно. О! Третье лицо, ура! Да здравствует. Yeah, I mean, everybody is. I feel the exact same way. Like, everybody's in one room here for one reason. It's to play and be excited about Третье лицо в сетевухе, прикиньте. Like the passion in here. Everybody's loving it. All the new game modes, and we got one on the screen right now. Like we've had. ТС Warzone 2 не показали. Так и что там смотреть? Новую локацию есть только. Приходите завтра, как раз до очередь дойдет и до туда. Блин, реально, они проводили опрос по Европе, большинство проголосовало за мобильный Warzone, и они все равно показывают ПКшную тему. Типа нам насрать вообще на то, что хотят люди, мы будем показывать то, что мы хотим. Какие они все-таки вот идиоты, вот простите. О, милашечка, серьезно, ша. Улыбится во всю свою эту самую заработную копилку. You know, it's 3P, you use the corners, get that advantage. But when you aim in, I was worried about it. Feels really natural. It looks really natural. Yeah, I was worried about how seamless it would be from like going from 3P to aiming in, but it's perfect. Your centering feels on point. Мне новая механика зоны очень понравилась. Да, мобильному геймингу Activision'скому давно уже нужен был какой-то перезапуск. Наконец-то он свершится. Ванечка под столом, по-любому. Теперь кемперам будет легче убивать спорная тема. Yeah, and you can also kind of looks really seamless, like you said. You can also kind of see how your character moves. Remember we were talking about earlier, Ali, where it was like the character, the movement, like it feels different. It's reimagined. Like when you're jiggle peeking, you see the hips, the head move, everything. Не, реально, они просто зациклились на одном проекте и показывают только его. Но мы поняли, мы уже посмотрели весь файтинг и так далее. На протяжении целого часа мы сидели, смотрели это. Ну покажите что-нибудь другое. Покажите реально Warzone, блин. 2.0, новую локацию и так далее. Curious at how it would work with a controller, because I use a controller personally. I feel like mouse and keyboard players are a little bit more accustomed to stuff like that. So I was wondering how that would translate, but like Ant was saying, it just felt natural. Like it felt normal, and it was actually really, really fun to play because your FOV, like you see everything, and like you play and you peek corners like totally different than in your first-person mode.
the one thing I really like is like one thing I'll struggle with sometimes. Like you get this really cool operator or something, right? Like a battle pass comes out, like this really dope operator, and you don't really get to see him that much, right? It's more about like your gun when you're in the first person. But with this, like if you get something dope or some of the different emotes you can do. Мне кажется, даже хорошо, что у нас нет переводчика и субтитров здесь, поскольку я бы капец как проорал бы до хрена. Мне кажется, еще больше бы проорал бы с того, что они базарят и что впинывают в уши. Да, о чем это другое? Было пару часов от первого лица, теперь пару от третьего. Ну, да. Я говорю, самое главное, что показали, что в мобильном Warzone нет третьего лица. По крайней мере, его не показали. Это самое приятное, что есть в этой презентации. Он смотрел ролики зарубежного чела, где 20 плюс игроков, и он бегает с дубинками. Кали убивает всех, у него еще был скин Дамаск. Игроки прятались от него, когда увижу Кали в Калде, ностальгируем. 2 часа геймплея Modern Warfare 2 и 20 минут Warzone Mobile. Ну, собственно, в что больше денег влили, то и больше и показали. Listen, guys, I'm not gonna lie. I've played tournaments 3P on Call of Duty. Kind of back in the day. Like I've grinded 3P Call of Duty. It's actually a lot of fun. We used to have search and destroy tournaments all the time. I think these guys are having a lot of fun with it. I mean, you can see like it's a completely different play style. Where did you come from? Hit you surprised. Yeah, he's not happy with that for sure. But it's absolutely incredible. And another thing, you get a different kind of effort. А это не консольщики играют? See things in a different kind of scope and bigger picture here. I'm kind of curious to see what things look like in terms of like третьего-то сейчас. third person and how that kind of works as well. Я просто смотрю, у него L3, там что-то R2, кнопки, квадратик, он для скипа. Они теперь решили консольную тему показать? Еще на 2 часа? Не, это, наверное, первая презентация в моей жизни, которую я так усиленно смотрю, и очень много минусов, прям ультра много минусов. Не сравнивать не с чем, но можно было, мне кажется, гораздо лучше это все сделать. Показывает ту херню, которую больше, естественно, отрабатывать-то надо. Не нашел канал, да еще и невнятно объяснил. Ну, да. Я уже от третьей порции пива не особо вдупляю. Мне надо что-нибудь попроще. А что, консольщики не могут от первого лица играть? Station, and I've definitely given him a bad name. I've got to say. You said that you thought Aiden had a personal vendetta. I did. I mean, this guy, he really doesn't like me. He really doesn't. But you know, it was so. He doesn't like Cloaksy, wasn't you, buddy? I promise. Послушал бы ты перевод от Яндекс, Стрима этого. Да я пытался сделать перевод в реальном времени, но что-то нормального ничего не нашел. Там вообще ахинея, наверное. Но переводчик яндексовский, по-моему, он один из худших вообще. Здесь можно от первого до консоли, а тут нет такое себе решение. It wouldn't be a Nick cam if his face wasn't in it. Yeah, like what? I walked through all these setups. I saw the cameras were in the right spot. How is it still only half his face? Like he moved it. He had to have. That's the classic Nick Mercs. It's the forehead. Вот, кстати, тоже вот к вопросу первое, третье лицо, да, в мобильной колде. Вот посмотрите, насколько менее динамично все это выглядит, как это все топорно и долго. И медлительно. Просто трындец. Вот оно, ваше третье лицо. И пускай дальше уверяют меня всякие умники, что от третьего лица играть прикольно, блин, в мобильной колде. А на стрим Джин зайти, там есть перевод. Никогда не уважал третье лицо в играх. Нет, третье лицо нормально, когда ты играешь в какую-то РПГ, ММО РПГ, пожалуйста. Ну шутер есть шутер, он должен кататься от первого лица. Просто люди меня уверяют, что типа
мне нужен больше обзор, от третьего лица больше обзор, хотя, типа, ну, это вообще не роляет. Тем более, зачем тебе большой обзор в мобильной колде? Это не папка, где в каждом кусте кто-то может сидеть, и нужно постоянно крутиться, смотреть, все это оценивать, и карты большие. В мобильной колде карты маленькие, тебе нужно тупо файтиться. Но люди будут настаивать на своем. Все же турниры играются от третьего лица, поэтому и я играю от третьего лица. Хотя некоторые из них ни в одном турнире никогда не поучаствуют в своей жизни. А как же старые шутеры годов 2000 от третьего лица? Я шутеры тех времен вообще не любил. Мне кажется, мобильная колда... Нет, мобильный папка — это первый шутер, в который я залип прям основательно. До этого какие стрелялки я уважал, это был Half-Life, но он был от первого лица, так что... Пофигу мне там, какие они там были в 2000-м. You don't know the routes on the map yet? Like, you run into something, you don't see that name. There's no excuse for Ali. Clint's like... Ali, I'm pretty confident if you put the time in... Yeah, what's up? You would have had a better professional career than Ann. Like, I don't even think I'd have to put the time in, honestly. Call of Duty 2. Вот, я тоже думаю, что Call of Duty 2 как раз таки от первого лица. А типа, это, залипал. Да, господи, я там прошел, по-моему, ветку за советскую армию, и то мне там нравилась миссия с высадкой на берегу американской армии и за советскую армию, когда в конце миссии взрываешь какое-то огромное какое-то здание нацистское. Вот все. Ну, не нацистское, а с нацистскими флагами. Вот все, что я помню из Call of Duty 2. От третьего лица менее динамично, потому что ты стоишь и вычекиваешь камеры, от первого тебе приходится пикать, поэтому динамика вырастает в разы. Блин, вот твои бы слова, их в рамочку, да на каждый мой стрим, ну серьезно, просто в закреп в чатике. А люди будут уверять в обратном, бля. Третье лицо юзают только те, кто предпочитает катать, точнее, предпочитает стрельбу от бедра. С дробаша, да с ППш. Третье лицо иногда топ, немного больше обзор, работает только от дерева или за спины, а там если тебя сжмут от стены и ты держишь камеру, то камера толкнется. Так нужно просто не позволять себя сжимать куда-то, либо побольше мансовать. Вот все. Пытался как-то один сквадик меня вчетвером одного зажать в рельефе, что у них не особо получилось. Это не к тому, что типа я такой охеренный игрок, это просто к тому, что, ну, суеты нужно побольше нагонять, больше динамики, и тебе воздастся, вот все. Я никого не переманиваю, естественно, на сторону первого лица, но просто реально вот эта гегемония по поводу третьего лица уже в печенках сидит. Особенно мне нравится, говорю, такая тема, что играю от третьего, потому что все турниры играются от третьего. Но во многих ли ты турнирах вообще участвуешь? Так если вы не начнете играть от первого лица, то турниры так и будут дальше проводиться от третьего. Тем более, я вообще не понимаю, люди в сетевухе играют в мобильной колде от первого лица, но в КБ, видите ли, от третьего надо играть. Почему? Ну ты же играешь нормально от первого лица в сетевухе, у тебя и обзоры, всего тебе хватает. И почему внезапно тебе нужно третье лицо только в КБ? Вот это вот вообще непонятно. I still think that's what I'm appreciating the most about this, is just seeing some of the animations from the 3P. It just, I don't know, it's different. Чё, мы Warzone-то сегодня дождемся, нет? Уже полчаса наблюдаем эту консольную тему.
New State турниры проходят чаще всего от первого лица. Да, New State это, извините меня, обрезанный паб, блин. Кастрированный паб, не знаю как назвать. Разлаб молодцы, загнобили собственную игру настолько, что пришлось новый проект, ну не с нуля создавать, а полностью обновлять проект. Уже кайф, конечно. Интересно, я дождусь КБ, учитывая, что ПП мертв в паблике. Yeah, it's like impossible for you to say. Yeah, just gotta spend more time on the maps. The other play out. Good. Like for me, when I sit down, Clint, like the first thing that I look at is like the gunplay. How does it feel? Yeah. And it felt great. Ну, походу, через полчаса мы увидим Warzone 2.0. It's like everything else is kind of, will be all right. If it's fun to play. Yeah. So I think so far, like. Не, норм. Я сижу, смотрю стрелялки, пью пивас, хаваю, общаюсь с приятными людьми. Мне вообще в кайф. Я бы так каждый стрим проводил. Я говорю, посидеть, подискутировать на какие-то темы, это прям мое. Обожаю. 9-10 человек на стриме. Ну, здесь, видишь, такая еще тема есть, как приходящие и уходящие люди. Плюсом ко всему, не каждый готов в чат писать. У нас постоянно такая тема. Даже если на стриме сидит там человек 5-6, равно в чат пишет только один. Я, допустим, тоже сколько стримеров не смотрел за все свое время, особо в чат вообще никогда не писал. Потому что я в основном, ну, на стримах маленьких каких-то каналов не зависал, а на стримах больших каналов как бы смысл писать в чат, когда твое сообщение все равно никто не увидит. Hi, Stephanie, and welcome back. Now listen, we've heard it teased a couple times today. Raids are coming to Call of Duty. Now, would you mind letting the people at home know what they can expect for this new experience? Первая из девушек, которая представлена была за всю эту презентацию, у которой более-менее приятная внешность. Мне Apex Mobile понравился, но очень быстро надоедает. Не знаю, Apex Mobile, если тебе не хватает в жизни желтой гаммы, то только тогда я захочу зайти туда. Но я смотрю, кстати, в чате люди не настолько терпеливые, как стример. Очень много кто уже ливает, у нас уже просто по нисходящей идет актив, люди не могут дождаться. And then having that narrative, which will actually, you know, play in with the campaign, continue to play out across every chapter. Exciting. Oh, I'm so hyped for this. Now, can we get a little bit more detail on the gameplay itself? Yeah, so we're looking at 3-person У этой цыганки еще и юбка кожаная, я не успел оценить. A mix of combat, of narrative, and puzzles. So those sort of core mechanics of what we love, know and love from Пока Apex почему-то намного интереснее играет. Но я пока что на Apex не зацепил. Я вообще пока игры не особо. Тем более современные. Now, listen, as a long-time Call of Duty player, lined up during midnight so many times, and the still GameStop at the Best Buy. Shout out to the mom and pop shops too, and still streaming Call of Duty to this day. This gets me so hyped. So please let me know how and when can we dive into raids. Right. So this is going to come with the launch of Season 1. So same dates you're looking at for Warzone 2.0. This will be November 16th. Season 1 kicks off for Modern Warfare 2, and I think it's going to be somewhere in the middle of Season 1, actually. So it's going to be Awesome. You heard it, guys. Thank you so much, and let's go back to the desk. Thank you so much, Gina and Stephanie, and I'm really excited about everything that is coming in. I just feel like the more the day goes on, the more we're getting, the more reveals are coming. I mean, there is so much to unpack here, isn't there? It's just, listen, I've been a part of a ton of these launch events or premieres, and, you know, we've shown, usually it's been like a multiplayer reveal, or maybe we'll show off like a Добронрав, видимо, порофлить решил над людьми. Я просто увидел превьюху с надписью «Делаем топовую сборку на нож-бабочку». Да, я понимаю юмор. Запредельный. Надеюсь, с серверами Warzone Mobile все будет хорошо. Я не
не смогут выдержать нагрузку ботов. Я говорю, там 75% игроков, которые новые. О, мы что, увидим сейчас Warzone 2.0? Ура! 75% игроков, которые первые разы зайдут в мобильный Warzone, они скажут, что фу, графон говно, и просто-напросто уйдут оттуда. А, не, опять консольную говно стали впихивать. Я уже обрадовался. Мы точно так же будем катать 120 человек в катке, из них только 20 реальные игроки. А, нет, смотри, какие-то масштабные уже сражения. Танки мои любимые. А истребителя нету? О, лодка, лодка! Перевожу для вас, ребята. Но это тупо Battlefield начался, я так понимаю. Блин, там какой-то хоббит сидит. Фродо Бэггинс мое имя. А это Самуэль Геймджи. Не, ребят, у вас реально уже утро настанет, мы все равно будем смотреть еще дальше эту презентацию. Warzone так и не покажет. 2.0. Very, very different from your 6v6 type maps, that's for sure. Yeah, still with a little bit of an objective in this one, different than Invasion. В сортир попал. And everyone's in here just trying to, like, you just come in here, you pull out a sniper, you pull out an AR. Давай, рыжий брат, тащи. Он что, не увидел противника? Они обещали 120 реальных людей. Но они точно так же сейчас вливают мочу в уши, что у них хороший актив в мобильной колде. На пятом грандмастере, на грандмастере 1-5, вплоть до легенды, не больше 20 игроков в катке из 100. Хороший актив. Плюсом ко всему я говорю, который стрим уже убеждаюсь в том, что любой из чата, кто на стриме присутствует, может вместе со мной нажать в бой и попадет по-любому в катку совместную. Вот это актив, я понимаю. Потому что я говорю, мы живем абсолютно в разных регионах. Пацаны, ссылка на геймплей Warzone Mobile в описании. А, там есть вообще? Кстати, да. Может, реально пойдем посмотрим мой видос геймплей Warzone Mobile. Чё все моргает, я не понимаю. Yeah, it's very interesting, and we can see right now he's just obviously selecting his loadout here, and it's something we also got into earlier on. But Ground War, what kind of loadout do you want? Obviously, it's very different from multiplayer. It's so much bigger. You know, what are you thinking? You gotta have like, you gotta have an AR with. You saw he just put a bigger. Не докрутил. Oh, split. Hey, listen, it happens to the best of us. It happens to the best of us. Not me, but it happens. I love that you can select your. Блин, у меня вот тоже зрение проседает, я боюсь очки надевать. Видимо, так же буду крутить вертушки. Yeah, this spawn selection is huge, by the way. That is such an interesting and cool kind of push there into Ground War. Listen, this is what I'm doing all day. If I'm not Не, я говорю, это тупо Battlefield. I'm in a tank, 100%. Like, look how fun this is. This guy's just driving around, just blasting people. Nothing but vibes. What song do you think Карта got played in the поменьше. tank? That is a good question. That's a very good question. Не знаю, они хотят 25 миллионов предрек, наверное, не уверен, что до конца месяца. Да откуда, господи? Wait, drive the tank in the water. I want to see what happens. I would love to see that, please. Well, what's the one? Is it the ATV that's like can do both? It's like amphibious, right? I believe they talked about it. I think like the 5 миллионов я бы еще с трудом поверил, но 25, сорян. Во-первых, далеко не так до хрена людей юзают мобильный гейминг, мобильные шутеры, колду в частности. И далеко не каждый откажется от мобильной колды в приоритет Warzone мобильного. Потому что там же скинчики, я же на них тратился.
They're ready, man. Oh yeah, there's been a fair amount of trash talk. Just, I mean, a lot of these guys know each other. They're in the same lobbies, just screaming at each other across. They just redeploying on a giant heli. Чел злорадствует. Кемперит и злорадствует. Giant helicopter, like 3 other players. Super high. Ну, я понимаю геймплей. Я в мобильном Warzone таких же наблюдаю постоянно. Ой, в мобильной колде, что я уже все. Желаемое за действительное, что называется. Хана кемперу. Киллкам есть, прикиньте. Интересно, в мобильном Warzone будет киллкам? I'm hoping with a reduction in attachments. Like this? Oh yeah, what is going on here? This looks awesome. Yeah. Well, what sort of sniper perch is this? It's like a chopper gun. Like, this looks lit. And you can, oh wow, you can really walk around? Jeez. That's so cool. That's actually really cool. Какой Battlefield 2042? Значит, его конкурент, походу. Activision как бы намекает, зачем вам типа отдельную игру покупать, когда купите нашу, и вот у вас, пожалуйста, полноценный режим в Battlefield. Ну, оно логично, в принципе. There's a little bit more of a challenge to it. Yeah, a little bit more of a skill factor. Зигу кинул, осуждаю. Guardian Angel. I really do feel like the way that this game plays so far, the pacing, everything about it, honestly, the skill gap I feel like is there. I feel like we're going to see that a lot. Профессиональный кемпер. Thigh is no longer there. So a lot of just ripped off of the 50 cal. Very true. He was just moving with the sniper. У него сборка. Really quick. На штурмовку на эту, как у меня в Lost Light. Hey Cluck, what's up, buddy? I'm your #1 fan. I ordered your merch and I wear your shirt every other day. That's some pizzas in the background. That's like hand delivering pizzas to the setup. Are they? Okay, because I'm looking forward to that. Wow. I'm thinking a hand-delivered pizza. I'm thinking that's a little hand-delivered Little Caesars going around right now. Whatever my next break is. Прикиньте, я бы попал вот туда вот на презентацию и тестил бы мобильный Warzone. И просто показывают всех вот, кто там играет, у всех раскладки идентичные, под 4 пальца или под сколько там. И сижу один я, который играет в 2 пальца, продолжает. И все равно всех бы разносил. Главное быть в своих силах уверенным. Нихера себе кемперу видали? Wow. Oh, he is just flying. Кемпер раш пошел. It is Pam. Нихера, я слишком сильно в нем был уверен. Мне говорили, что и в 2 пальца будет возможно играть. В мобильном Warzone, так а что невозможно-то, господи. Я в мобильную колду играю в 2 пальца, и мне норм. И 4-пальчников разносил, и читеров разносил, и стрим-снайперов разносил спокойно. Если бы в игре нормальная рега еще была бы, и еще и больше бы разносил. What just happened there? Sniped out of the sky. Adios. Farewell. Was that bread? I don't know. I think it was bread. I don't know. I might need a replay. Oh, we got a demon lobby. I saw Biffle in here. Jack's getting popped. I saw Miles actually getting pretty diffy in a lobby against Biffle. Okay. He was top of the leaderboard. That's who we need. Сколько эта катка будет длиться, интересно? Есть таймлайн? Ему уже пиццу принесли. Они там заночевать реально решили, сейчас там гамаки разложат, блин, эти спальники. Палатки поставят, костер разожгут. Капец. Короче, мы здесь надолго, ребят. 3:40 стрим идет. Мы до сих пор не увидели Warzone 2.0. Ну окей, 2:40 из этого идет презентация. Я думал, за 2 часа все раскидают. Я не вижу по времени, сколько еще будет катка идти. Кто-нибудь видит вообще? А, чё? Вот, блин. Никто не подсказал. Ну ладно, я уже не буду эти полоски, наверное, убирать. Хер с ними. Никто не жаловался, значит, так нормально. Батл рояль никому не нужны. Они мне нужны.
И мне этого достаточно. Этот все со своими ракетами забавляется. Его как не покажешь, но все постоянно с ракетами, господи. Видимо, его фанат, точнее, он фанат Ким Чен Ына. Yeah, no, I think it is really, really cool to see that. And I think it just suits Ground War, honestly. It really does suit Ground War. And I think in terms of the objective work, you have a huge map here, and you have to cover so many. Блин, там реально челы сидят, комментируют, как будто это какой-то мировой турнир, блин. Люди просто тестят. Pistol to like an SMG. Whenever he switches to that, look at it because that looks auto, right? Insane to me. There's an auto version of that pistol, and he has it, but he has очень круто. He's got it pretty loaded up. It's the attachment. Нихера у него тут шведский стол, блин. Yeah. You can make an AR into an SMG. I mean, we've been saying it. Yeah. Do a lot with this pistol into an SMG. Блин, такой прикольный режим, по сути, да? И как же его отвратительно просто обыграли в мобильной колде. Просто обоссанный, никому не нужный. That'll bring me a whole lot of happiness. Oh, that's a tank. That was Optic Blade getting plucked. I want to see that drill charge being thrown on the ground and a tank. Просто как не зайдешь в это военное дело, блин, и тупо с ботами херачишься, блин. И сидят два кемпера в твоей команде с теплаком херачат по таким же ботам. Даже не смогли отдельную большую локацию для этого сделать. С большим количеством сооружений и так далее. Зато сделали под ивент, блин, китайское, непонятно какой там, с Sony, который коллаборацию они-то не делали. Сделали там отдельную локацию на Ньюктауне. Первый киберспортивный матч в игре Call of Duty Modern Warfare 2. Самая большая ошибка — это сделать кодем на Unity. Самая большая ошибка — сделать из кодем донатную помойку. Без какого-либо контента. Там реально контент хоть какой-то выходит только раз в полгода. I just really like tinkering with it. Oh yeah. But do I blame it when I have failures? Yes, I do, Lottie. Oh yeah. Yes, I do. No, it's rarely my fault. We all do, to be honest. I understand that. Got a lot of red up there right now. Wait, yeah, so you can spawn in a vehicle. You see that? That's dope. Yeah. Yeah, it says full, so I guess he's waiting for somebody to deboard. That's sweet. What? Not noticed that. Right, somebody get knocked out of it. Yeah. I wonder if you can spawn in a chopper, in a helicopter. Must be. I believe we're going to be tossing to the floor soon. I'll tell you what, I'm going to see if in the 3 minutes I'm off camera, if I can eat an entire pizza. I'm going to try to. I would like to know if you can. You bring me some? Yeah, I'm going to try and find it. That's my goal. We'd like a follow-up on that for sure. This is really out here. These guys are all grinding. We're going to get to see some Warzone later today. It's going to be epic. It is going to be absolutely incredible. Well, I'll tell you what, folks, we're just about done here with watching this Ground War gameplay. We're going to toss it on down to the main stage to find out who Jess has got and who she's going to be talking to. Jess, over to you. Thank you so much, Lottie. Yeah, I'm actually here with one of my favorite streamers, Swisham. How are you enjoying yourself here at CODNEXT? I mean, you're here among 200 of your fellow streamers playing what I can only imagine is your favorite game. How does that feel? Honestly, the experience so far, it's been amazing. Like, I can't put into words. Like, the feeling to be here right now playing MW2 and getting all the first looks, like, you can't have anything better, you know? So far, like, I'm loving it. Like, I feel like a little kid on Christmas. Like, everything, like, the aspect of all, you know, everything in the game. Сашка Бадин, ты в чате? It feels so good, so smooth. I just want to keep playing this. I don't want to go back to Countdown right now. Well, we've had a little taste now of, you know, 6v6, Ground War, different maps, different modes. Kind of what's your main takeaway here from this game? Honestly, I'm loving third person right now. It's like, honestly, I didn't know if I was going to like it or not because, you know, we've never had third person, you know. Почему не скажешь бетка Warzone Mobile? Honestly, I'm loving it a lot. And I love Так у них релиз уже на август, говорю, на октябрь запланирован. Там уже до бетки-то нет смысла. I mean, what is next for you and your stream and your content? MW2 grind. That's all I'm looking forward to. Can't wait. That makes perfect sense. Well, thank you so much, and best of luck. Have fun out there. Lottie, babe, back on over to you. Thank you so much.
Thank you so much, Jess. And you can see Видимо, меня right now модератор не there's so услышал. much happening behind us. All the creators, you can see the ring lights for days. So much Modern Warfare 2 being played. But my name is Lottie, I'm on the desk, I'm joined by Maven. But I also do have two very special people to talk about Modern Warfare 2 and what it took to make it look so damn glorious. We got Mark and Joel joining us. And guys, I mean, studio animation director, and we got studio art director here. I've got to say, first and foremost, this game is stunning. Awesome. Like, it is absolutely beautiful. The colors are incredible. Yes. I just want to dive in IRL, to be perfectly honest with you, but it's not really just beautiful. brown. It's not just brown. It has some color. I promise I didn't joke about that already multiple times today. But no, seriously, there's been a lot of like gray and brown sometimes. There are many. Блин, они чаще тусуют чуваков, которые комментируют, нежели It looks absolutely incredible. I'm so excited to dive deeper into that. But folks at home, if you didn't already проекты, know, которые we've got an epic giveaway рассматриваются. from our friends at Jack Links, and each Jack Links supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Delicious Jack Links limited edition products, brand new epic in-game items from Jack Links. So if you want to find out more, check this out. Опять реклама будет. Way to celebrate the launch of Modern Warfare 2, Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Мне бы хотелось попасть на этот малый ранний Jack доступ в Warzone Mobile. If you see it, grab your Да я phone тоже был and бы не scan the против. QR code, following the Я там prompts to вдвойне, qualify for наверное, entry. как Tune in to Call of контент-мейкер. Duty Next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience, courtesy of Jack Links. Со всех точек зрения было бы интересно посмотреть и Alright, so показать. keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR code and enter all your information for a chance to win. And trust me, you certainly want to. But back to it, though. Of course, Modern Warfare 2 is where we're I'd be at. good as a Sasquatch, though, right? It's hard to mocap Sasquatch. To be honest, people might honestly get that confused with you. Yeah, there is that problem. I'd be really good as that. There is that problem. Warzone 2.0 так и не показали. But I tell you what isn't a problem is the color palette on this game. It's absolutely stunning. You know, I looked at Mikado earlier on, and I was just floored by how good it looks. What does it take to make a map? You know, how from scratch, you're looking at the color schemes, you're looking at what you want to put in, the details. It's very finely detailed, and I think that makes people really want to dive into the game and start grinding it. Well, I think like it's important to create an immersive environment, go out and capture reality, but you know, at the end of the day, it's all the details. And what's funny about making stuff like this is it's about what you leave out. You know, the real world isn't completely. Не, ну серьезно, третий час заканчивается. Вы будете показывать Warzone 2.0, нет? Kind of holding people back. Мы уже разобрали просто все по полкам. Especially in a game space, you know, that's important to pay attention. И дальше продолжают это показывать. Пока эта катка не закончится, видимо, не покажут. The AI part is something that blows my mind, and I think it really brings such an incredible aspect of that realism, you know, that realistic effect that you guys are trying to achieve here in Modern Warfare 2 and in COD games in general. What does it take to make that happen? Well, it takes a lot of like just research. Я говорю, есть хотя бы время завершения этой катки? Я просто не вижу его. Я вижу какой-то таймлайн там за вебкой, за его 5 минут, короче, еще будут катать. Вот это лицо у чела, вы видите вообще, в каком он шоке находится? О боже, это новая колда, она как старая, но новая. Ради этого момента стоило жить и смотреть эту презентацию. Get them suited up. You know, a lot of them never been in anything like that. You know, they're in spandex, you know, with the dots and stuff. Big tough guys, you know. So, but once they get CODNEXT going, говно какое-то. Я говорю, мне даже сравнить не с чем эту презентацию. Ну, то бишь, это первая презентация, на которой я вот так вот максимально обильно присутствую. То бишь, полноценно от начала, и я, ну, полагаю, что до конца. И, ну, реально, так все как-то сумбурно. Они как будто подготавливались к этому всему, ну, реально, там, за пару часов до старта, блин. Типа, а чё, как будем? Да, ну, типа, симпровизируем и нормально будет. Просто реально, все вот эту вот геймплейную часть можно было, ну, раскидать на всех людей, да? И буквально там по полчаса попоказывать.
Получается, Modern Warfare 2, разные режимы. Мобильный Warzone полчаса. И полчаса Warzone 2.0. С разных этих самых пользователей. И все, как бы, на это. Зачем нам на одно и то же смотреть, как бы? Тем более они показывают одних и тех же челиков, ну реально. Показывали мобильный Warzone, идет батл просто, чел идет рашить там двух челиков, оператор переключается с него на челика, который просто от зоны убегает. Ну прикольно вообще. Реально 3 часа одного и того же геймплея. Я говорю, на что больше денег... Во что больше денег вложили, то больше и показывают. Малютка не может забраться на мостик из воды. Ну все, смерть тебе. Well, that's a balance between the programmers, the animators. We want them to do everything. So we just have them running around, but then cooking a meal. Кемперство нового уровня из воды стрелять. Я просто понимаю, даже вот на стриме людей, которые не выдерживают и реально ливают со стрима, что ну невозможно одно и то же смотреть. Может, сил не хватает. Like be identifiable, right? In that when you mix it up, you need to get that stuff. It's a little difficult, but it's a balance between that triad of design, code, and animation, where we have our vision in our head, and we just have to come together. Понимаешь, что да, это типа разные режимы, но происходит-то в них одно и то же. Одно и то же. Не понимаю, показывали бы разные спецумения какие-то. Разные виды оружия, как ППшки, там, как штурмовки, так у них даже ничего не поменялось с новой игрой. Все по-старому, как по мне. Все анимации и так далее. The animation department and programming went to town. They had to, right? And it's so awesome to see it. Like our animation director at the studio, Bruce Ferris, I was just talking to him today about it. But it's really awesome. So I was just sitting down here on the floor watching it a few minutes ago. I was like, wow. Man, it looks so good. That's what I was thinking. Vehicle mounting and all the stuff that goes on with that, the way that you mantle on things, you've got a nice. Смотреть-то ладно, но мне эти голоса на фоне напрягают, все говорят о чем. Да я говорю, это хорошо, что у нас нет переводчика, нет субтитров, поскольку они бы там бесконечно восхищались. Блин, как они проорали, когда увидели лодку, типа, о, лодка, нихера себе, ну серьезно. Я говорю, хорошо, что мы их не понимаем. Это то же самое, как смотреть футбольный матч английской премьер-лиги с английскими комментаторами. Что ты чувствуешь их эмоции и так далее, как они там кричат, эмоционально все это делают и так далее. Но ты их не понимаешь, потому что они могут нести ересь похлеще Черданцева, ну серьезно. А все вот эти специалисты, которые там начнут еще впинывать в уши, типа, вот там это хорошее, 120 игроков, гарантируем, там, мамой клянусь и так далее. Пускай они эти свои мнения засунут куда-нибудь подальше. Я думаю, Warzone 2 не покажут, а покажут, обязаны, господи. Чуть за презентацию показать проект, показать к нему превью, трейлер и не показать геймплей. Ну это тупость. Is when you get cool operators, right? You don't see them as much. And like finishing moves is one where you do, but like going back, this is back to like Blackout, but like when you would do, there were different like emotes you could use where you would like dance and you'd have the hula hoop and stuff like that. So you'd kind of see your avatar more. You could show off. You could do a lot of taunting type things. Yeah, right. Is that in that, or can you add? Я говорю, там челам уже просто еду начинают разносить, потому что, ну, реально, уже столько времени прошло. Я понимаю, им в кайф находиться там. Но нам-то смотреть на одно и то же не в кайф.
Почему нельзя переключать постоянно камеры между проектами? Показали немножечко Modern Warfare, показали немножечко Call of Duty Warzone, показали Warzone 2.0. Поехали по второму кругу. Я понимаю, я говорю, я походу буду единственный, кто до более-менее какого-то финала досидит здесь. Я просто говорю, не видите то, что вижу я в творческой студии ютубовской, как уже на спад просто идет весь актив. Если у нас там до 20 людей сидело на стриме где-то в середине стрима, когда только начали показывать Warfare 2, сетевуху, то сейчас у нас даже 10 не набирается. And yeah, that could be a little bit of an error there. It could be. Hey, look, it might be the goofiest one we've seen so far. And I'm kind of down. Сколько интересно сейчас онлайн у этой трансляции? 150 тысяч примерно было. It's the balance. It's the balance for sure. I imagine all the realistic stuff talking to the military, but you want to have some fun too. Absolutely. I do. 100%. And we are. Very, and we will. Very true. Well, look, it's my job to balance the desk out here, and I got to talk about something very, very exciting. And Mark, I want to know a little bit more about the shoe surgeon. What have you been cooking up for us here? Вы не поверите, но с этой презентации сидит чел и стримит на свой канал на ютубе. Я вам серьезно, я не вру, я сейчас просто покажу. Вот. Просто чел сидит с презентацией, стримит на свой канал. Нормально, да? Господи, я переключился, это что такое вообще? Это эти кроссовки все рекламируют. Но я не это не искал. Уже 83 тысячи, в половину просто просел актив. Уже люди заколебались на это смотреть. Они уже просто все подряд показывают. Кроссовки, там туда-сюда. Я не могу показать Warzone 2.0. Посмотрите, просто уже на заднем фоне люди вообще уже занимаются чем только угодно, блин. Ой, господи. Джон К4. Здрасте, удачного стрима. Спасибо большое. Они там все на Твиче стримят, там можно от их лица посмотреть. У них воды больше, чем у Фигара, кстати, да. #CODNEXT and #sweepstakes. Or you can scan the QR code there and enter to win. It's as easy as that, folks. Блин, этот темнокожий вообще лыка не вяжет, блин. I want the model one. Ooh, I like that. The iconic green. Yeah, the iconic green. I'm wearing it today. I gotta say, it looked pretty good with what I'm wearing right now. Did you see Joanna's pants though? I did. I mean, who didn't? I mean, icons everywhere I look. Including on the stage though, it's right now time to toss down to Beef Mummy and see what she's Третий час презентации кончается. Ты будешь покупать Call of Duty Modern Warfare 2? Нет, я не катаю ПК-шные игры. Они уже Додо-пиццу себе заказали. Им из России уже привезли Додо-пиццу. Уже настолько долго длится презентация. У меня уже машкара просто весь монитор облепила. So yeah, you know, only in Call of Duty Warzone Mobile can you have the type of intense, you know, up to 120 player real action. So уже даже на мобильный Warzone не хочется смотреть, уже хочется реально посмотреть Warzone 2.0 и просто офнуть стрим, ну серьезно. After the turns of what we've seen here so far, because so far it's been absolutely crazy. It's been Warzone 2.0. Я вангую просто через минуту, наверное, переключиться обратно. And now I'm pretty sure a lot of you guys at home are really interested to see what is happening with our streamers that we have here today. Я говорю, реально, зачем они опросник вообще проводили по Европе, что люди больше ожидают, и чтобы показывать совершенно противоположный проект? Ну, это Activision во всей красе, я считаю. Не чтобы показывать... Блин, они даже показывают одно и то же, то, что было в предыдущих частях, блин. Ну, серьезно, я не настолько сильно разбираюсь в ПК-шных Call of Duty, но я видел одно и то же, что было до этого. Блин, есть новый проект просто, ну покажите механики, покажите, что здесь вообще происходит, что люди-то должны ожидать, блин. Нет, не показывают одно и то же.
Warzone 2.0 ждать 16 ноября. Warzone Mobile жду, он будет в 2023 году. Его анонс запланирован на середину октября. Приблизительная дата. Решила доколупаться до какого-то чела, который играет просто, блядь, женщина, отстань от него. Просто отстань, дай челу покатать в мобильный Warzone. Я бы послал нахуй, вот серьезно, я бы сказал, идите отсюда, дайте покатать. Серьезно, сука, какие они токсики, бля. Какие они отвратные. Я бы сказал, идите нахуй, идите нахуй. We're chilling, you know, we're just dominating. We obliterated Godsley earlier, and he didn't really stand a chance. Noah managed to outcamp us. Wait, there's multiple people, multiple directions. Oh my God, I'm probably dead. I'm concussed. Okay, we're gonna get back to you later on. You guys focus over there. I don't want y'all to die just because of us. Oh, and speaking of, Bobby's gonna Какая она отвратительная, вообще фу, просто. It's okay, it's fine. Чела убили, блядь, она ему там за пиццу впинывает. Видите его лицо? Мне кажется, он хочет втащить ей, блин. Сейчас тебе играть в колду и вдруг появляется она. Я бы с локтя просто прописал бы серьезно, блядь, сказал бы, какая пицца, иди отсюда. Это же не моя женщина мне пиццу принесла. Если бы моя женщина мне пиццу принесла, я бы сказал, да нахер мне колда вообще нужна, я пожру теперь хоть нормально. Какая-то токсичная баба доколупалась. Что он говорит, не понимаю. Да это хорошо, что мы не понимаем, реально. Там 99% воды просто в этой презентации. Годного вообще мало показывают. Но это, говорю, Activision. Ожидать чего-то от Activision более адекватного — это глупость вообще. Блин, им битрейт надо подтянуть. Как они изображение передают? Не с помощью провода, по Bluetooth. Так в бетку хочется завтра бета-тест. Не знаю, откуда у вас эта информация. By cross progression. So I want to talk about those just for a little bit. The first one is, let's say I'm playing for, you know, a couple days. We have some new functional weapons that are unlocked. If I'm playing on console or PC or mobile and have a long session, maybe I, you know, это его бот убил, серьезно? That time investment that you just made, that now carries over to all the other platforms, regardless of where it happens. Завтра 16 сентября будет бета-тест. Not just that, you're interconnected. I mean, we like to say it again and again because it's just a revolutionary thing to have. But I know you have something else in mind because you have so much new features here, and we're only in alpha here. So again, we're just talking about all the main things that's happening right now. Exactly, and you know, so that's the first one for me. Unlocking new functionals, it's fantastic. It saves me a lot of time. The fact that whatever I unlock on one platform, I find on the other platforms. The second one for me that I think really is just super cool and also is very player friendly, which is one of the things super important to us, is shared battle pass. So let's say I've leveled up the battle pass. Интересно, как будет жопа у кемперов ворваться, когда на их жопу попадет контракт просто. И всем будет видно, где эта тварь заседает, прикиньте. Это же им придется позицию менять, жесть. Как же сложно для них это будет. Что за черная полоса справа? So the chats and the larger social experience. Now they're going to carry over across platforms. Да хер с ней с Modern Warfare. Я говорю, я вот вообще ничего кардинально нового не увидел. Я, может быть, не знаю, может там по режимам что-то новое добавили.
Но лучше бы, говорю, больше показывали что-то новое, реально. Почему дверь светится? Да, это нормально. Это бетка. Интересно, машины будут звучать, как будто едут на одной первой передаче? Джакеста, я даже знаю такой никнейм в колде. Сейчас прикиньте, реально фигура. Я плачу, пожалуйста, заткните эту тетю. Slow trucks, fast, quick ATVs. You really have the whole experience. There's nothing better for me too than helicopter. I don't know about you, but I'm a Я сейчас представляю те, кто реально ждут геймплей Warzone 2.0. Как они вообще негодуют. Неплохо. Левитирующие. Блин, они даже не смогли нормально бета-версию подтянуть к презентации. Блять, Activision, какие вы донные просто. Блять, трава отобразилась просто на глазах. Ой, господи. Какая донная компания. Now they're slowing things down just a little bit. We've noticed it. And for me, like, I feel like for this duo, they prefer just going into... Ну не успеваете вы сделать, ну покажите хотя бы просто, ну типа геймплейную часть, наигранную вашими же техниками. Ну нахер вы даете в открытый доступ, чтобы люди сейчас сидели и плевались вот на это все. Ну понятное дело, что бетка, но она настолько просто жирная. Посмотрите, трава левитирует, блять, у них даже текстуры не совпадают. Где-то текстуры вообще нет, там клетчатая какая-то херня, как PNG-шная картинка, блин. Левитирующие какие-то бункера, господи. Exactly. Final thing, oh, getting into storage town, circles collapsing. For me, this is ну это реально жесть. Если они реально хотят уже в октябре выкатить игру, у меня очень большие опасения насчет того, насколько... Блять, лестница просто, блять, исчезла. Ну это пиздец какой-то. Это жесть. Это жесть. Как они могут это все спокойно еще комментировать? Чел запрыгнуть не может на бордюр. I mean, prior to this event, I was looking at the top 200 Warzone clips of all time, and I just saw one. I hope it get to see it here in Warzone Mobile. Нет, когда я выкатывал видос по поводу геймплея мобильного Warzone, там еще было все это простительно. Ну, блядь, для презентации-то уж можно было как-то, наверное, подсуетиться, навести марафет. Но это же вообще, блядь, помойно смотрится. Мне кажется, они специально это сделали, чтобы показать, что мобильный гейминг это говно. Покупайте нашу Modern Warfare, которую мы будем, блядь, продавать за 10к, блядь. Стандартную версию. А Gold Edition какой-нибудь, блядь, за 25. Уже даже говорю, эйфория какая-то прошла. Уже реально смотришь на все это трезво. Где хоть одна анимация добивания, блядь? Которая в трейлере была показана. И мне кажется, больше денег потратили на трейлер, чтобы показать, насколько все это красиво. И сейчас показывают геймплейную составляющую. Я теперь понимаю, почему геймплей очень мало показывали. И играют точно так же против ботов. Да, 120 реальных игроков. О, они бегают, реальные игроки. Start in Boneyard, head up to Storage Town, and if I'm lucky and the circle abides, stand in this area. Не жалко тех, кто согласился быть на презентации. Да нет, это атмосфера и все это. Они же не слышат эти все комментарии и так далее. Им наоборот интересно. Даже мне было бы интересно вообще это пощупать. Сама суть присутствия на такой теме, а не то, как во что ты играешь, это уже второй вопрос такой.
Plus, we have a ton of amazing rewards that we are unlocking at different pre-reg and pre-order goals, including a special operator skin for those who sign up. And now, with that being said, I want the folks at the desk to see Капец, у нас 91 голос, вопросники, просто еще такого не было никогда. Я думаю, долго будет стрим. Да хочется хотя бы одним глазком посмотреть на Warzone 2.0 и как бы все на этом. Ну и опять стали запиливать эту, блядь, сетевую хуйню. Could it be any more? I'm on the desk here with Lottie, Alicat, and Nameless, and Brother. We've seen it all, man. Today it's been nuts. It's been nuts, man. We've seen, you know, the core MP gameplay. We saw Ground War. Now we're seeing some Или of это our типа best лучшие plays, some of our моменты. biggest streamers. We've seen Aiden, Tommy, Krim now. Aiden in the 3P mode. Just running around. Реально, я 3 бутылки пива уже опустошил, блин, сожрал уже хрен знает сколько всего, блин. Ура, опять скучный геймплей. Yeah. This is definitely MW2, but I mean, Lottie, this is something totally different. Yeah, it really is something completely different. And I think, you know, you heard the cheers earlier on when Warzone was kind of put on the screens. We saw the trailer, we saw the action unfolding as well. But I've got to say, just seeing some of our favorite creators being in game currently, trying everything out, testing it. I mean, it's just absolutely insane. So yeah, I've been loving everything so far. I mean, what's not to love? Pomage in a chopper with a sniper, trying to get everyone in the streets. I mean, what's not to love, Ali? Блин, они уже видели этот килл, уже эмоционально как-то реагировали, и они во второй раз типа реагируют, как будто видят первый раз, ну серьезно. That the hip fire in this game, this is a sneak peek, like, right? This is just our first look into the alpha of what Modern Warfare 2 is going to be, what Warzone 2.0 is going to be. I've seen more hip fire today than I think I've seen in the past like 3 years of Call of Duty multiplayer. Like, so I'm really excited to see how that plays moving forward and how it plays competitive. Because, you know, I can't ever just stop thinking about competitive Call of Duty. Oh, you're doing your job, Ali. Kicking ass as well. So, okay, we'll Блять, показали просто жрущую бабу, блять. Я говорю, они подготовились к презентации просто за пару часов, наверное. It's just been amazing. And starting, gameplay that we got to see here today. Starting tomorrow, over the next week, you're telling me that we're able to play all of this in the beta as well. So that's 2 weeks of gameplay. We're all going to be able to get our hands on across all the various platforms. Cannot wait to see how that goes. We're going to take a quick break in between the gameplay now, take a little bit of a pause. We're going to be setting up for, drum roll please, Warzone 2.0. That's right, the debut. Да ладно, мы дождались, что ли, серьезно? Stay tuned. But for now, Чел обещает, что сейчас геймплей Warzone 2.0 будет, если кто-то не понял. Ну, по ней видно, что она любит пиццу уплетать. Какая пицца, кстати, убогая, блядь. Там тесто просто, я не знаю, как в студенческой пицце, реально. Смотрите, насколько толстое тесто. Yeah, why not? It's here. Like, I got all these for myself. Did you get any? Half of this is mine. Ну, вы сильно не радуйтесь. Перед геймплеем Warzone 2.0 сейчас еще будет 30 минут болтовни беспонтовой. Ненужной абсолютно. Я надеюсь, она сейчас подавится и начнет задыхаться. Какой-то интерес начнется. Now, we're going to take all this pizza, eat it ourselves, Mountain Dew, drink it ourselves. You guys listen to some words from our friends at Call of Duty Endowment. Bye. Well, I want to take this. It's all ours in here. I'm going to grab this one. I need more. I need more. Xavier! Come on! Xavier! Вы слышите вообще это? Он как будто ей уже там присовывает, а она все доживать никак не могла. Да и по списку пиццу разносят по никнеймам. Господи. Ой, они кайфуют. Тесто-то навернуть. И колбасу за 3 копейки. Чел говорит, забей на колду, на пожри. Дайте лесом, я задрот. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind: to be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. Ну, если бы эта пицца стоила, как в студенческой столовке, по 20-30 рублей, то еще ладно. And my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. Kill
streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Alternate of Optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. Одних щекастых набрали на эту презентацию, чтобы они лишний раз не ходили, уселись в кресло и все. Больше не двигались, потому что им тяжело. Ну, опять сын Гарри Поттера и Фредди Меркьюри. Ждем окончания рекламы. Да, может лучше реклама, может ну его нахрен опять этих слушать. Чел какой-то в пижаме вообще пришел. Terminal. What's your favorite flavor of Mountain Dew? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Мне кажется, это Фигаро было, он любит в скинчике медведя какого-то катать. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew. Это актер Игры Престолов, который Рамси Болтона сыграл. All right, here we go. Dan, it's been a while. How are you doing, sir? It's great to be back with you, Maven. It is, it is. We've got a lot to chat through. Listen, Мужика вытащили из фильма «Почему он?». Sure. The Call of Duty Endowment is an organization that helps US and UK vets find high-quality careers by supporting groups that prepare them for the job market and by Ничего, ребят, через полчасика геймплей Warzone будет. Through support from the Call of Duty Сейчас еще консольную херню покажет the сетевую. Endowment has placed more than 100,000 veterans into high-quality jobs, becoming one of the world's largest funders of veteran employment. And we couldn't do this without each and every one of the members of the Call of Duty community. The Endowment does incredible work. I mean, it's amazing what you guys have done over the years. Tell me why you were so focused on veteran employment. Yeah, so at the Endowment, we believe that quality employment provides the greatest benefit for the largest number of veterans. If a vet finds a high-quality job upon re-entry into civilian life, any other challenges become much Мужик more потеет прямо на глазах, a прям good весь job блестит. means a roof, food, healthcare access, Могу перевести social все, что interaction, было на and probably most презентации, давай importantly, модерку. purpose. Last year, Я тоже the могу Endowment placed more перевести. veterans into jobs Все наши проекты than тупо any топ. previous year. And we Покупайте are наши excited проекты, to continue our донатьте нам. mission to place the Мы next сделаем 100,000 еще в 2 раза больше It is говна. truly terrific. I thank you for Дайте all мне that you теперь do for модерку veterans. кто-нибудь. I know you have an exciting announcement. Tell us more about that. Yeah, absolutely. The Call of Duty Endowment Bowl, or Code Bowl, returns on December 16th. Hell yes. На место мужика лучше бы Еву Эльфи Now, as some of you may пригласили. remember, Или как она the там. U.S. Space Force shocked everyone and took Чё это home такое? the last Code Bowl trophy. We're Даун, thrilled а, to be Боул, bringing я the event понял. back and can't wait to see who'll take home this year's title. Also, we're grateful Это, видимо, that USA титул support is helping главному make Code кемперу Bowl 3 всея колды. USA has been serving the military community for 100 years. Personally, I've been a proud member of USAA for 32 years, since I was a young Navy officer, and I'm thrilled to have their support for Code Bowl 3. Yeah, this is Так, incredible. I've Арнука, been a надо part of было these. They're ждать an еще absolute 30 blast. And минут. what Ну, awesome я думаю, я угадал. Can't wait to see who wins COD. Пойти, что ли, пирог пока испечь или бомбу разминировать, не знаю. Может, у кого-нибудь проблемы какие-нибудь? Давайте порешаем. Да, еще немножко трейлера. Зачем вам геймплей смотреть? Смотрите, дичь какую-то. Больше чем уверен, что все вот эти ролики есть на их официальном канале на ютубе, но они решили сюда их тоже впихнуть. Я, блядь, сейчас уже с ума сойду, я уже спать сейчас лягу, прям вот здесь на стриме. Единственный минус из этого, меня как того стримера знаменитого никто донатами будить не будет пытаться. Get ready for thrilling Call of Duty competitive play alongside some of the top names in the scene. Be sure to follow Call of Duty Endowment on Instagram. В чем прикол числа 16, там каждый релиз либо бетка 16 число. And tell us which team you are rooting for. Get ready for Call of Duty Endowment. Не знаю, может фетиш у них какой-то на 16 число. We're back again. Hi. We are so excited to have gotten the opportunity to work with such a huge name О, in the sneaker надоело. world. Woo! Working with Shoe Surgeon. Yeah, we got 2 shoes to show you today. Вот этого парня я бы не подпускал к новым кроссовкам, потому что, ну, скорее всего, он их приватизирует себе и будет братюнем потом хвастаться. In
the iconic Если ты Call of уснешь, я Duty тебе green. позвоню, я тебе, And блядь, also we позвоню. have sneakers. Когда я сплю, меня лучше не требушить, что называется. А зачем они один кроссовок замотали в любимый скин всех пабгеров? Yes, exactly. And you could possibly win these. You could be one of the Тебе эта 6, жирная well, мадам не maybe даст 5 уснуть. or Она не 4, жирная, она depending on бодипозитивная. if we get a pair. To win Она не these, настолько what all жирная, you как have to do жопа is этого go and мужика. follow Теперь вы at все Call of будете Duty смотреть на жопу этого on Twitter, мужика. and you gotta tweet Вангую. #CODNEXT Не благодарите. and #sweepstakes, or go ahead and scan the QR code below, and you could possibly win these. Good luck. You know you want them. Get a good look. Can we get traveling light? I have to. I'm carrying your weight. Better bring your A game today. That's the only game I got. Блядь. Hey. What do you think's in it? No idea, but it's mine. Еще больше рекламы после долгого геймплея. Guess you're behind me. Again. Я надеюсь, им забыли дать парашюты. И это были разработчики мобильной колды. Боже, как же это интересно, я прям кайфую. Да опять, блядь, реклама, ёб вашу мать. Хаммер, сука, деньги, где мои? Почему я рекламирую вашу машину, блядь, без денег, а? Ну-ка задонатили мне быстро на рулетку в мобильную колду. GMC Hummer EV reporting for Call of Duty. Well, Call of Duty fans, hopefully that got you fired up. This is a pretty cool announcement we have here. We are excited to officially announce the all-new GMC Hummer EV pickup will be a drivable vehicle in Warzone 2.0. That's right, boys and girls. This is Гарик Харламов, хорош базарить, а давайте уже Warzone посмотрим. On the planet to COD, right? Let's just get to the facts, all right? The Hummer EV is the first and only fully electric vehicle in Call of Duty Warzone 2.0. Презентация тупо топ. Я в школьные годы презентации то в 1000 раз пизжи делал. Ему, блядь, браслет повесили, как знаете, вешают браслет в каких-нибудь аквапарках, чтобы, ну, левый какой-нибудь чел там не оказался. Его просто вообще за ничтожество считают. November 16th this year. Clint, a new vehicle for Warzone. The whole squad's going to be in there. We're going to be road tripping around El Masra. I am pumped, man. And as we gear up for Warzone 2.0 gameplay and more Warzone mobile gameplay, we want to emphasize for all the viewers out there again, all that Modern Warfare 2 multiplayer. Такое ощущение, как будто им платят за каждое слово по $1, поэтому они без устали просто болтают и болтают. Теперь понятно, что за рофлы про воду были. Ну это просто вообще трэш полнейший. Ну столько... Да, блядь, ну опять это показывают. Да ёб вашу мать, ну серьезно. У меня уже уши даже от капелек болят. Я даже не в больших наушниках все это слушаю. By the way, if you have pre-ordered the Vault Edition of Modern Warfare 2, you get to use the Red Team 141 operators and the FJX Cinder Weapon Vault in the beta. There's no excuse to not take part in this. But to make it super easy for you guys, scan the QR code below. Oh, and by the way, if we haven't even mentioned, by pre-ordering any edition of the Modern Warfare 2, you get to play the campaign up to a week early. This has never been done before in Call of Duty. Think about it. Getting to give campaign your full attention before diving in on day one into multiplayer. This is awesome. You know what? I mean, that's not all. That really isn't. You've all been seeing a ton of great action on the groundbreaking Warzone mobile. But just to remind everyone out there, again, that you can pre-register for your free download of Call of Duty Warzone mobile now on the Google Play Store, just in case you needed a reminder. Don't forget, get your phones ready. I know you're going to be playing the game on your phone, but check this out. Hey guys, Berg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now, you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Еще нет. Okay, so we've seen Modern Warfare 2.
We've seen Warzone Еще on базарят. mobile. Now it's time for Warzone 2.0. November 16th is a date it's going to be available across the world. But today, we all get to see it in action for the first time. This is a huge moment, and we can't wait to see everyone behind us diving in. With that, no need to delay any longer. Let's get it going. I cannot believe. I mean, I just looked around and everyone's sort Еще of. базарят. I've been waiting for this. I play so much. I'm pumped. Oh my God! Sorry. Before we get into it, I want to give a shout out once again to Intel, who is powering all the streaming PCs here today. All of them outstanding. Cannot wait to see how long it goes. Again, Clint. 2 PCs on every table, one of them exclusively for streaming. Listen, I stream on 2 PCs. Whenever I travel, I just pray that I'm going to have something that's somewhat. У меня уже вены на лбу вздулись, серьезно, не представляете себе. It is one of the coolest things I've ever seen. The support is unreal. This event is effing dope. I'm pumped up. Все раз интереснее презентация. This is incredible. Like what Clint said, like having a PC Даже там specifically for проржали. gaming, because you don't want to take anything away from Modern Warfare 2, and to have one to stream as well. You can see it here. Like this is a gamer's paradise. Like coming out to play the game early and also being able to create content and not have anything taken away from your graphics is absolutely phenomenal. Shout out to Intel and shout out to everybody that put this together, because I've never been a part of anything this special like this. Yeah, and as we do the flyover, do you see the size of that thing? It's on the top right of our streamers' desks. Like, it's not taking up a lot of space either. So the fact that it has that much power to be able to run a stream as well, run this many streams, it's incredible. I need to get something like that. Giant PC, well, guys, you know, size isn't everything. Now, though, it's time for the TCL Power Hour. There are so many exciting games, so much exciting gameplay moments we can't wait to see for the next hour. We're going to be tracking along with these. We've got a bingo card, ladies and gentlemen. This is it. Это еще столько режимов покажет перед тем, как показать геймплей мобильного Warzone 2.0. Окей, хорошо. Yeah, I mean, fall damage death. Tim's gonna get Timothy 100%. He has to. Right? Ledge hang elimination. Like I'm looking at some of the CDO guys, like looking at Zuma trying to get one of those crim. It'll be interesting to see this bingo card. Who can complete it? Ali, vehicle elimination. We've got so many vehicles now to play with. I'm so excited. Like one of my first introductions into Warzone was with, you know, the Berthas. Что там про Warzone? So now with also that hover being in, how dope some of that action is going to be. Что-то не идет карта, ребят. Что делать? At TCL_USA and let us know what you think. Don't forget to include hashtag CODNEXT and hashtag TCLXCOD sweepstakes during the next hour, and you'll be entered for a chance to win a TCL TV. I actually think we almost all have one of those. They're amazing. I got one of those. I got one too. A couple years ago, I've been using it ever since. That thing's elite, so make sure you enter. Oh, make sure you do enter indeed. Well, Glenn, this is it. We've waited. The world has waited. Warzone 2.0. I'm one of the greatest Warzone players on the planet, and I'm excited to see some gameplay. No, okay, I'm not at all, but we have made it there. This is the Power Hour. This is when the stream goes off the rails and some craziness happens. We're gonna have some fun. We've been so excited to see this, guys. We haven't seen too much of the Warzone 2 yet. We've seen the map, so I can't wait to see how it plays out. I'm getting my monitor ready so I can enjoy every single second. Ой, господи. Before they're getting settings right, everyone getting that very first drop. And I mean that, the very first ever drop that most people outside of Infinity Ward would have ever seen. The world will see for the first time. Well, boy, am I excited. You could cut glass with these bad boys. Prove it. No, we've talked a lot about some of the. Они там уже задыхаются от собственной тупости. We chatted through with the devs about different thoughts behind stuff. Like I'm curious to see. They were talking about loot. Like, you know, if you're looking for a bandage, you're gonna be looking in a bathroom. If you're looking for ammo, it might be in like a gun cabinet or on top of a desk. Like there are some things that sound great, but I need to see them. I'm really pumped to see how it's going to play. Yeah, circles, like a Hydra. I don't know what's going on. We'll see. Ali, like, this is the change. A tremendous change for Warzone. And honestly, it gets me so excited. I'm not, you know, a typical player that loads into Warzone nearly as much as Maven does, but I love to watch it. So now they're moving into Warzone 2.0. Not only, you know, it's a new map, it also has sections that are very nostalgic that make me, as a multiplayer player, want to hop in. And then the new vehicles and the new circle mechanics, like, all of this is so exciting, and it's so exciting as a new player to Warzone to hop in. Here's the countdown. In we go to Не расстраивайтесь, это не Warzone, ребят. Here in Modern Warfare 2, the streamers here at CODNEXT are getting lit. Yeah, I see some fist pumps. They are ready. Here we go. These guys. Они там по-любому собственной презентацией восхищаются и говорят, это вообще топ. Это просто лучшее, что создало человечество. Просто лучше ничего не существует. And again, this is the largest
battle royale map that anyone in the Call of Duty world. Что-то карта не идет, ребята, ощущение. Huge. Almazra's got it all going, and here we go, Clint. The first drops. Where are we dropping, people? I kind of want to drop near one of the. О, да ладно! Все, отставить операцию. Неужели мы дождались? Блять, я косынку не докатал. Think about Joe. He could have a little team called Boats and Joes. That's good. I stole that from Stephanie Snowden, communications director at Infinity World. Thank you, Stephanie. Clint is foaming at the mouth right now. Can't wait to hop into I just realized I have my face in the monitor. Those at home can't see. Какая-то фабрика из мобильной колды. Here we go. The first boots have touched ground, and let's find out what exactly. Again, everything's changed. Loot has changed. All new. Сейчас Херакси обратно переключается на консольную тему для сетевиков. Вот это будет вообще топ. I think he did. No, he did. Definitely did. So there's still loot crates. Looks a little bit different in the UI when you open it up. Okay. Там в чатике ничего не пропустил. We're all learning here. It doesn't just pop out when you open it. Like it's a list. Я сейчас расплывусь тут уже реально. I kind of like that because one of my complaints lately has been like the sheer amount of like clutter that'll be on the floor. It sometimes have like gotten me killed. Yeah. Because there's so much loot on the ground. There's like somebody laying in there. It disrupts like my visual line of sight. I mean, whoa, that's a first aid kit on the wall. Okay, you just grabbed a self-revive. Now that toilet was lit. Кстати, как там твой сыр, который ты уронил? Да я завтра на завтрак скушаю. Завтра на завтрак. Точнее, сегодня уже на завтрак. Что с лутингом сундуков? Does this? Oh my God! You can use the elevator. Не знаю, тут в лифте кто-то поссал и труп везет с собой. Please keep your arms, legs, and heads inside the elevator at all times. Oh, sorry, George. That is how TST first gets into the new map. Hitch killed Jorge with an elevator. Oh, it's going to be a good few years. I didn't even see what happened. Like his leg Там just вещи не gets падают, chopped их off as you надо look самим брать. close Круто, Warzone 2. Мы дожили, ребята, мы дождались. That was great. Oh, man. First looks again. Там фото Нельсона Манделла было. Warzone World. Warzone 2.0 Казалось, already. наверное. Content. Nothing but content, Ali. I'm not over it. I'm still not over it. So guns are still on, like, just on the floor. Okay. It seems like it's not as much, like, all over the map, though, which I actually dig. I guess I'm just curious to see how much loot there actually is, because obviously you need enough to loot everybody up in the game. I'm also interested to see what happens when we kill a player. You know, we see their belongings will hit the ground. I feel like that still has to be a thing. I just wonder if there's like a item sorting thing to it. Maybe. If it's all over the ground. Потестил пулемет. Already liking the quality of life, the user interface changes there, the way plates are laid out, everything is a real item. Грабь кассу, как в Сан Андреас. Cashed out. Just literally rob the register. I love that. Everything has meaning here. Да, посмотри еще. Where you'd expect to, which is really cool. I like these changes. You know, it's just like reimagining what Warzone already is, making it better. Yeah, I think it's one of those things that, like, it'll probably seem a little bit. Warzone, который мы заслужили. Ну убей его, господи! Ripped and dropped. Iceman Isaac hitting his shots. Вы видели, да? Не убил с нормальной пушки, взял снайпу и начал стрелять с снайпы. Ой, кемперов вообще могила только исправит. Оружие не прогружалось, но, кстати, платное или бесплатное. Чё это, турнички подтягиваются? Че за Assassin's Creed, блять? Here we go. It's 2v2. Wait, it's now they have to pick up? Wait, so Чего, в Гулаке теперь даже надо полутаться и 2 на 2 покатать? How big is this map? Oh, No, so there's also. Он его не убил? Oh my God! That's not a real person. That's a. Чего? It doesn't make him any less dangerous. Чего? Apathy. Help him. Help you. Он с дробаша в упоре не убил тело с 3 попаданий? There's distraction AI bots, and you have to pick up loot off the ground. This is wild. Ничего не понял. You could see like question marks on his face. That's the first time you've been in there. Sorry. So it's 2 versus 2. You can have a random enemy team as a teammate. Yes. Then plus I didn't realize there were AI. Yeah, I didn't realize that either. Spicy. It didn't look like you could kill the AI either. Like as many shots as he put into it, it just kept pushing at him. You gotta earn your way back for a second life. You gotta fight your way back in this one. Here's the first look at the heartbeat sensor with the battery life. So this is something we've been talking about for so long. Players who. Мне кажется, читеры смотрят на этот геймплей и уже руки потирают.
Как же приятно будет читерить на новой локации, а то старая уже надоела. I was. It's just, it was like an unlimited UAV to me. What do we call it? The baby monitor. Yeah, the baby monitor. But now with the battery life, that's interesting. And we saw the buy station for a moment there, but didn't get too many looks on it. We'll get a look at that later. Посмотреть новую механику зоны и все спать. Это где 3 зоны сходятся в одну. Ну да, кстати, было прикольно посмотреть. Вот он вышел на ходу из едущего транспорта и ничего не просело, ни броня, ни хпшки. Почему в мобильной колде проседает броня, блядь? Почему? Сука, ну выйдите вы, блядь, разработчики из едущей машины на ходу. У вас что, блядь, броня, что ли, просяет? У вас ноги поломаются, а ноги это хпшки, алло. Как это меня бесит, вот, реально, эта тема, блядь. Yeah, I guess you could say a realism thing to a degree. Что, он им 16-ю more logical, I guess, is almost the thing I would say. Like, it's more logical loot. There's money in a register. Yeah, exactly. I mean, if I open the register and there's like какие крысы. Surprise. Oh, howdy. Surprise. This looks like it could be a strong. So was that an AI? That was an AI. Yes, it looked like it might be, but I don't see it on the map. Which is, oh yeah. Okay. Yeah, yes, we do. We see it on the right side. Buy station over there being marked as well. Also to note the backpack. Мне кажется, или в мобильной колде оружие более детализировано, чем в Warzone. Пока что. Это типа система такая, что броня это как вторая хп, что ли. Ну тогда пускай, когда мы находимся за зоной, пускай тоже броня проседает, а не хпшки. Что за бред-то? Не сомневаюсь, что бронированные пластины можно на ноги натянуть. Охеренная, конечно, анимация. Я похвалил анимацию, но что-то в говно все превращается. I love how he's explaining it. That's a good assessment. You gotta pick stuff up. Tim's like, okay, you can't just put the food in your mouth, you have to chew it. КСУ, You have to chew it before you swallow it. Like, yeah, man, you gotta pick it up, brother. Он из окна выпрыгнуть не может. И переключается на другого. Блять, идет файт, он переключается на другого абсолютно левого челика, который ни хера не делает. Ну, найс просто. Презентация тупо топ вообще. Говнище полнейшее, как по мне. Jeff, Joe, if you're here, we need you. We are excited, but we are ignorant. Yeah, this is one of the new objectives. Господи. Конечно, Конечно, зачем смотреть, как действует оружие, когда можешь посмотреть, как челы бегают и лутаются. That's my guy right there. Почему не сделали Warzone 2 такой хороший, на Warzone Mobile будто хер забили? Ну, это по презентации было понятно. Я говорю, они прям хотели показать, что мобильный гейминг говно. О, найс, вообще найс. В мобильной колде то же самое происходит. Башкой просто насквозь проходишь этот самый проем оконный, блин. Я предлагаю ввести санкции на код, чтобы убрали русское оружие из игры. Кстати, да, хер ли они пользуются нашим отечественным продуктом и не выдают русскоязычному населению свои проекты. Что за говно? Заблочили на магазин, все, выкидывайте нахер из игры АК-47, 117, ВАЛ. СКС. Какого хера вы используете наше оружие? Вот это им, я понимаю. Братишка не зажал. Nice new bushes, a little bit of bush action. Miles, this is where you spend. Yeah, dude, you see me dive into the bushes. Это советское оружие. Ну, наверное, Советский Союз-то больше относится к России, нежели к Западу, как по мне. Я, конечно, не силен в географии или в геометрии, не знаю, к чему это относится. Ха, дерево танцует! Вот эта анимация, видели, как полностью оно гуляло? Че ему там опять пиццу принесли? Да у них даже в ПК-шной версии что-то с травой вообще не то, с растительностью. И тупо, если люди увидят, что игра сырое говно, то она себя не купит. По-моему, 117 это уже не СССР. Да ладно, я ж порофлил насчет оружия. ГУЛАГ в какой-то колизей, блядь, превратился. Что это вообще за говно? Ну реально. Как будто отреставрировали колизей и заставили бедолаг там драться.
and we have to catch it on the main stream. Wait, he got paired with Krim. No way. Method's got paired with Krim. No way. And they're going up against Ocean Ops and Almonds, so I mean, if they're picking Warzone players, I'm picking them. Guns up. Here we go. What a duo. Zuma's up top watching them. Rock still being thrown. A fave in the gulag. That's right Zuma in the throwing face. rocks at him. Picked up the shotty. There's one. Oh, they got smoked! Good. They're not making the case for the pro Его players, камнем right? убили, серьезно? Represent. Just Oh got god. Wait, here we Now go. we have to watch Zuma. Oh, hello. Oh, the chopper looks Без clean. какого-то ребенка. Это ребенок разработчика, блин. Ему 7 лет, блин, по-моему. Look at that. 2 на 2, теперь, как по мне, соло-плееры будут страдать. Oh, lordy. There we go. That's our first 3-circle split we're also seeing here. So this is gonna Нет, get на dicey общих very планах soon. выглядит идеально, конечно. Ничего не скажешь. Но когда картинка более такая приближенная, сразу все превращается в говно какое-то. That would be a lot though. That'd be you'd get 100 pings off. Well, I'll of tell it. you right now. That's a full game. When people use the heartbeat sensor. Но слава богу, говорю, сохранили такую какую-то более все-таки более такие холодные оттенки, чтобы создать ощущение реально баталии, а не хер пойми чего. Go to Hydro Dam. Hydro dams, then we got a socket and a USB-C. Yeah, the UI. Не буду играть в мультиплеере, я лучше super clean. ждать Warzone 2.0. So again, a different Это ваш Warzone 2.0, блин. Oh, that's У меня волосы с лобка откуда-то оказались на сигаре на моей. Does it affect your movement speed? Беда. If like Причем это не мои волосы с лобка, потому что у меня лобок висит. that's fair. Фигура, что ли, опять заходил. I'm just asking out loud at this point, hoping that the gods of Warzone will give us the answer. Riles is the all-knowing. I think I'm trying. I'm doing my best. There's a 72.8% reduction in movement speed, unfortunately. Скоро 5 час пойдет. Так он стрима-то уже идет. Может скоро закончить, через 20 минут. I think us included, everybody here, everybody in game. Oh! This is first look. О, кемпер убил. Oh, this is a team wipe. Yeah, they're getting cooked right here. О, девочку расстроили. It is Zuma. Don't worry about it. Hit the Whole team's flick. Faguli. Oh, Nicholas Merckx. He's in a battle right now. They're in a tough spot. This makes he's down. Oh, Wait, there's so down. fried. If you look at the top right, he has 2 different indicators of how many people are in the lobby. Is that how many? It's circles, I imagine. Oh. My guess is like one circle, your one's the other. circle. Yeah. Maybe the one that you're Отличие мало closest только to. карты и новая зона. В этом вся Call of Duty. Любая игра от Activision. Would you have an idea of if the other one was more popping and you could make a play to maybe get to that? Like, let's say you could like. То, что можно сделать банальным обновлением, они переносят как полноценный новый проект. Хотя от нового вообще ни хера нету. The other circle is getting fried, so Доброй ночи, Джон. Спасибо за присутствие, за общение. Спасибо большое. I wonder if that was the chopper we saw previously, the one that was up in the air there. Yeah. A bit of backpack management here. I suppose the backpack is just your ammo count. Other tools, little toys you have, and again, so many new. I mean, between field upgrades, between lethal equipment, tactical equipment, there's so much going on here in MW2. See, look at that jump! Look at that! I was talking about that rooftop jump earlier multiplayer. It is actually insane how far you can jump from rooftop to rooftop. Really? Like, when I look at the movement in this game, Из этой презентации понял только одно. Я капец как соскучился по мобильной колде. Шаблонные игры в КБ там в 1000 раз интереснее, чем вся эта презентация. Вот, кстати, 3 зоны сейчас будет. И этого весь мир ждал. Мы выдержим, мы досмотрим. Но я просто не знаю, что они могут еще показать по истечении этой катки. Еще одну катку такую же. Well, I don't know. I was curious. I wasn't sure if that was a thing. I haven't. It's got to be loadouts in here. This looks like a loadout weapon right here. More on that later. Я сидел, ждал 5 часов, чтобы мне показали, что я уже видел в первой части. Добро пожаловать в мой мир, что могу сказать. О, это танцор из фильма «Шаг вперед».
А, не, это у него не кудри, это там задний план. Кто-то порофлил просто над его аимом. Вы слышали это, типа... Типа, ебать ты лох. Капец, как у бога сейчас оптика двигалась. Давай, подтягивайся. Турнички, братан. Сильнее станешь. Руки накачаешь. Я сейчас после стрима тоже пойду включу видос фигура, пойду руки качать. Ну ты хоть отстреливайся, господи. Я вот этой темы никогда не понимал кемперской. Вот их начинают сжимать, они не могут пофайтиться, они тупо удирают. Все, что они могут. He self-res and just popped up. Yep. Oh, he's smiling. I wondered what happened there. The self gets off, he makes the play. He's got a streak. Okay. Look how much cash he has. Okay, so it is still on the ground. This reminds me a little bit more. Ну да, я даже особо не играю в Warzone. Но я немножечко зацепил, когда с ними дролом пытались покатать совместно. Понимаю, что лутинг какой-то другой стал. Его как-то упростили, что ли, и по интерфейсу, и по всему. Он же раньше, по-моему, тоже в список какой-то выдавало вертикальный. Сейчас горизонтально почему-то. Речь о Activision, не нужно думать, нужно покупать. Поддерживаю. Как интересно, удобно будет вообще по этим зонам тупо бежать в одну. Учитывая, что по твоей зоне точно так же будет бежать еще какая-нибудь команда, а может быть даже не одна. И то бишь нужно будет постоянно файтиться с ними и еще и бежать в зону. Но я беру свои слова назад о той теме, что кемперам это только в плюс, что им дольше можно будет позицию не менять. На самом деле наоборот. Придется вообще капец как много бегать и файтиться в клоузе. Динамично увеличить. Да, я плюсую. Я первый раз сказал херню. Ну, у меня представление совершенно другое было. Сейчас, когда видишь это, оно пониманию приходит. Why did you go? I don't know. Yeah, this has been my favorite area of the map so far. That building was dope. Все-таки ПКшная выглядит более динамично, чем мобилка. Вот заметьте просто. ПКшная она очень похожа на мобильную колду на КБ. Нормально. А где анимации-то? Не завезли анимации, что ли? Дача из PUBG. Сказал же, это прикольная тема. Не, ну я же не фигур, я могу слова назад взять, как бы, и сказать, что да, я сказал херню. Ради этого ждать 16 ноября. И зона типа кругом начинает двигаться, что ли? Она не сужается, то бишь эти три зоны, они сужаются до размера круга, какой будет финальный, да, когда будет сходиться в одну. То бишь он не будет сужаться еще. Мне кажется, можно было и такую тему замутить. Чтобы они были побольше, эти три зоны, и потом сужались поменьше в финальную и передвигались. He got hyper beamed with the vinegar range there. Guys, my AR is fucking trash, but my Whoa! Nicholas, is it the aim or the AR? No, I'm kidding, Nick. It's definitely the AR. You're the best. Don't hurt me. Hurt him. Да блин, это баба опять рофлит. Dude, this is Cloaksy Swag versus Biff on Champion. This is actually a lit rack. Like, wow, these are. Wait for it. Key. Jail key drop. Wait. Recover the key and escape. Get the key. Get the kill. Я бы тоже с пистолетом бегал, чем с дробашом. Блин, а это же реально в мобильном Warzone в ГУЛАГе придется с дробашом бегать. А, реально теперь можно какой-то ключ залутать и выйти? Не файтиться? Или на пофайтиться залутать ключ и выйти? Okay, so that's actually pretty cool. I would lose full though.
Nah, yeah. If somebody did that to me, I'd be so mad. Dude, imagine that, like, you just it's lose. 2v1, you're like, where is he? He's got the key. В мобильном Warzone ГУЛАГ старый. Не, я понимаю. Cool little area of the map. Ну там же тоже с дробашами It's нужно a бегать. big old map. Yeah, it is. Al-Mazrah. Bring comfortable shoes. Да, недалек тот час, когда из Warzone 2.0 перенесут ГУЛАГ в мобильный Warzone. Через годик так спокойно. Это же участь любой мобилки. Не знаю, плюс или минус, но я бы хотел пойти ГУЛАГ 3 на 3. Так суть ГУЛАГа вообще тогда теряется, мне кажется. Ну сидеть, дожидаться как бы. Сидеть, дожидаться типа своей тимы или с рандомными идти. А вдруг ты этого рандома обсыкал, он попал в ГУЛАГ, тебя тут же убили, и он кинул обидку и не стал тебе помогать нормально файтиться. Поэтому, мне кажется, ГУЛАГ лучше в Соляново катать. В этом его главная суть, что ты в Соляново выигрываешь ПВП и как бы возвращаешься как достойный. А недостойный остается в лобби. Я хочу сидеть и хочу спать. Да я тоже уже залипаю потихонечку. Сейчас дождемся конца катки, наверное, чем закончится. Which I think ARs have been too easy to shoot. Like this, I mean, that has more recoil than I've seen in 3 years. Yep, that was that M16 was Yeah, это не swordfish. Grim was like, I'm gonna rethink this fight. To get my mind. But I think in general, like, Ну давай, если только с тиммейтом по дискорду. It just needs to be, in my opinion. This is what I wanted to see. How powerful is it? Can you finally shoot them? It's running out of gas, man. It's running out of gas. This is Greeds, one of our streamers or content creators coming from Japan. That's awesome. Also, though, man, shoot them tires. I'm just thinking out. I mean, my mind's going forward. Solo YOLO is going to look real different when everyone's driving around with vehicles with no tires and like running out of gas. Running out of gas in the end. And it's like, and there's one person in the end that's got this like super high-tech military vehicle, or who has the Hummer EV? Who's got the Hummer EV? It's like, I don't need gas. Oh my god, that's the meta, dude. Find having the Hummer. The eco-friendly vehicle. Go green for the green. This is a duo. The Hummer EV. Big Bob. He's got a key. Wait, what is this key about? Wait. Just a Is ключ, he the key on his head? I'm not sure. Bobby's got a key. He's got the key to my heart, but. That could be. Как в Лостлайте, что ли, ключ? Сейчас пойдут дроп какой-то вкусный открывать. Или это ключ, чтобы ливнуть с этой локации и победить? The way he's playing, I feel like Bob's AFK and he's protecting Bob. That's what I'm getting from this, at least. Bob has not moved. Because the Symphony I know does not run up and down staircases 400 times. This guy has to be in fights over and over. He literally has to hold forward. So I mean, if you think I figured about it, something was going on. This is a really important map. Like whoever wins this, like they hold the record for most wins. Yeah, right. Like it's your stream title right there. Just get it up there. Yep. Just get it up there right away. World record holder. Ой, господи, что-то я реально уже распластался здесь. Getting a very sort of strong. I'm liking the different areas we've seen so far. This is the most sort of urban area we've seen. Like high, like I mean, there's a parking lot here. We've seen some high tower. We've seen some stairwells again. What was that? Мобайл вообще динамик как будто нет. И у Апекса не было динамики, он просто медленным был. Бинапекс Не, я просто боюсь, что ну реально будет отвращение от мобильного Warzone в сравнении с мобильной колдой, потому что в мобильной колде в КБ от первого лица динамики прям вообще хватает с головой. А здесь как будто, я не знаю, как будто каждый персонаж бегает с пулеметом. Причем с оптикой включенной. Можешь музыку поставить какую-нибудь? Нет. Давайте будем страдать по полной. Это же все-таки проект от Activision. Неужели вы не хотите слушать эмоции этих охеренных комментаторов? Скорее всего, пофиксят на релизе. Посмотрим, посмотрим. Да в любом случае, я говорю, уже давным-давно нужна была какая-то перезагрузка проекту Activision именно КБшному. Поэтому в любом случае будет интересно посмотреть. Если игра не оправдает ожиданий, то игра будет гонить.
I don't know. Or maybe. I'm excited. I'm just talking out loud. I know it seems like I'm asking Miles like you have реально даже на эту тему тоже призадумался. It's the bingo card. Again, we haven't seen a vehicle elim, ledge hang, elimination, most wanted. А здесь лестница не исчезнет. Fall off, die. So this is it's still the bright spot of this for me with Jorge dying. Господи, там жена его, что ли, переживает за него. Прям, господи. Он что, саморест-то не купил, что ли? I am very much behind. I'll lose a little dive in for the res, but I'm very much behind like crazy end games. I love the leaning coming out of it. It's like he's in game actively moving. Чтобы точно у него никто не играл. Look how leaned up he is. Oh, here we go. Да, тогда вообще все будет печально. Oh my god. Oh, this is a welcome sight. Wait, is that? Decked out. Wait, decked out. They've got different color armor. Most wanted target eliminated. Well, that team didn't hit the bingo. You have to survive that. I think that was a claymore. Вот я понимаю геймплей. Зашел, попытался зараш, не получилось. Да хер с ним, еще раз попробую. Не то, чтобы сидеть постоянно, блядь, кемперить где-то. В одну точку смотреть. I've always wondered if we'd have something where it's like a helmet in game, you know, where you don't get knocked by one snipe or something. I'm not sure if that's the case, but. Oh, that looks like Crim's. I mean, we've only seen one M16 of the game so far. Is that Crim's one? Is he dead? Is he down and out? Might be. Observatory ahead of us, one of the higher points on the map as we've seen so far. So this is, I mean, look at Al Mazra. She's gorgeous. See you, Jack. Oh, Jack is dead. Absolutely. Oh, that's Jorge. So they got out of that situation they were in, I think. They were able to get the kills. They look like they crept through the wall. Yeah, let's stay on board here. Look how small the circle is. We're going to see who ends up taking this one, but it looks like it's just Hitch. He's trying to save the squad. Blake's down, and there's a thermite sitting on. Holding them back with the thermite. А что, поднимать своего сокомандника нельзя в приседе? Обязательно нужно вставать, чтобы все видели, как ты его поднимаешь. А здесь лежа поднимает, что-то странно немножко. That's a bingo! Sorry, that wasn't actually a bingo, but it is definitely one of the airstrike elimination here in the Tcl Power Hour. No, they're not dead yet. No, but you got one. No, he's dead. Yeah, one got he's finished. dead. Jorge. I mean, we're looking at no plates, nothing here. Like, this is going to be tough. They're going to have to leave this rooftop as well because the gas is going to push them. They need to just get a kill. Lads. Blake is down and now. I really like that new loot with the backpack. I think it's just one of those things I'll like once I get used to it. It's just going to take a little time. Oh, here we go. Ooh. He's only got one in the clip. He's popped the two-piece. I was hoping maybe it was the fall damage there, but Jorge, he's going to drop. I didn't see how he got the kills, but yeah, it looked like he was able to knock two. 7? Was it 6? It looks like 7. Что, все что ли на этом? There's a handsome man blocking the view there, but over to Nick Merckx. Что видно будет, если Warzone Mobile не проводит ожидания, играть в папку Mobile я точно не буду. Да, а что еще останется-то? This looks dope. This little tent that they're in. I mean, this would be nice if there wasn't. Либо терпеть такой Warzone, либо возвращаться в колду мобильную. It's a big fight! Oh! I thought it was maybe like a helmet or something like that, but I see what you're saying. Nick's chilling. Still has plates to go with. I didn't realize it was limited to 2 at first. Let's see the gas mask, how that operates. Reload. Just there you go. For the dub. 3 teams remaining, 6 players. They've got what, 2 left up, so it might be like a 2v2v2. He has the inflatable decoy to play with as well. That could get really. Мне нравится в Warzone тема полных команд только по 3 человека, поскольку я уже неоднократно говорил, что для full party 4 это как-то многовато. Дуо вот оптимально в мобильной колде. Here they come. Oh! So 1v1. 1v2? 1v2, right? 1v2. Oh, no, he's the res. You're right. It's 1 player up because his teammate's still up. 1v1. Oh. Where are they? There they are! Oh, that head is not going to be fun. Nick with the W. Ah, Nicholas Merckx. And a 3-piece to close it out, too. Wait, was that a 1v3? It was? It was. That was a bingo! Bingo! Oh, there it is. The first time. Смотрите, говорите, никаких изменений. Вон поменяли анимацию. Финальная. 4 дефолт еще с большого пабга. Не, 4, я говорю, слишком до хрена.
Особенно, когда один остаешься. Против четверых тяжело, а против троих еще можно тащить, а четверо если зажимают, то если они не раки, то это достаточно проблематично. Так, ладно, ребята, с вашего позволения я этих додиков буду затыкать. Наслушались мы их прям вообще как не в себя, что называется. В общем, чё, презентация, конечно, интересная, в скобочках нет. Воды налили просто, мое почтение. 4 часа презентация шла, и еще, видимо, будет идти дальше. Может, еще там 5 реклам покажет, еще какую-нибудь херню и так далее. Но полноценной какой-то информации, интересной, наверное, не знаю, там даже на час не наберется, на полчаса, наверное, максимум. Ну, какой-то итог подводить не знаю. Каждый для себя почерпнул, каждый для себя что-то увидел, что захотел. Warzone мобильный сырой просто до нельзя. Modern Warfare 2 вообще ничем не отличим от предыдущей части. Warzone примерно такая же тема. Вот как-то так. По завтрашнему дню сегодня не получилось скатать, но 5 часов стрима. Просто жесть уже, как выжатый лимон. Поэтому завтра мы уже железобетонно будем катать совместно в колде. Так что запланирую стрим, как обычно, заранее. Информацию чекайте, обязательно приходите. За сегодняшний стримчанский всем огроменное спасибо за общение, за актив. Всем новым добавившимся на канал отдельно добро пожаловать. Оставайтесь с нами как можно дольше. Не забывайте подписываться на канал Дискорда и нашу телегу. Вот. Ну и увидимся с вами уже совсем скоро, непосредственно на следующем стримчанском. А здесь вас сегодня, как обычно, развлекал Альф 69. Всем счастливо.